История начинается с парня по имени Тай, который потерял всю свою семью в ужасной аварии с грузовиком. Это сильно повлияло на него и заставило осознать, насколько хрупка жизнь. Теперь он боится, что может потерять любого, кто ему дорог, в любой момент. Его подруга детства Мисуми тоже переживает из-за потери семьи, но говорит ему, что не оставит его. Проходит время, и мы видим Тая в классе, где одноклассники подходят к нему и приглашают погулять. Но он отказывается, и это их злит, потому что он уже не в первый раз им отказывает. Они не понимают, почему он не хочет с ними общаться. Они думают, что он стесняется или что-то в этом роде, и решают оставить его в покое. Но они не знают, что он на самом деле рад, что они подошли к нему. Просто у него нет настроения разговаривать с людьми, потому что он все еще пытается справиться со смертью своей семьи. После того, как они уходят, Мисуми подходит к нему и дает ему поесть, говоря, что ему нужно хорошо питаться. Их одноклассники наблюдают за ними, и мы узнаем, что они все ревнуют, потому что Мисуми им нравится. Она начинает беспокоиться о Тае, потому что он становится замкнутым и говорит, что ему нужно открыться и общаться с людьми. Но он напоминает ей, как она отказала их старшему Танаке, который, по ее мнению, был отличным парнем. Тай спрашивает, почему она его отвергла. Но она говорит ему, чтобы он не переживал из-за нее, и говорит, что ему нужно двигаться дальше и общаться с одноклассниками. Она собирается его покормить, но тут появляется заместитель директора Хирокава и съедает все сам. Она злится, напоминая ему о его обещании не перекусывать. Но он объясняет, что просто не смог сдержаться. Она знает, что он должен был уехать в командировку. Но он говорит, что изменил свои планы, потому что соскучился по ее еде. Он восхищается цветом ее волос, но она просит его вернуться в свой кабинет. Затем он просит Тая встретиться с ним после уроков. Тай думает, что Хирокава какой-то странный. После уроков Тай идет в кабинет Хирокавы, гадая, зачем его вызвали. Но Хирокава показывает ему целую коллекцию фотографий Мисуми. Он признается, что сделал бесчисленное количество ее снимков, показывая, что следил за ней из тени, чтобы защитить ее от парней, которые пытались с ней встречаться. Он знает, что Танака пригласил ее на свидание, и мы видим, что Хирокава измучил бедного парня, предупреждая его держаться от нее подальше. Так что Тай понимает, что у него большие проблемы, потому что Хирокава явно не в себе. Этот парень даже угрожает убить Тая, спрашивая, не влюбился ли он в Мисуми. Тай в ужасе, боясь за свою жизнь, но Хирокава говорит ему, что это не его дело, потому что Мисуми — его сестра. Но тут неожиданно появляется девушка и нажимает на кнопку, освещая комнату ярким светом, давая Таю шанс сбежать. Он приходит в себя, и Мисуми приветствует его, говоря, что рада, что с ним все в порядке. Но он в замешательстве, потому что вокруг него куча незнакомых людей, и он начинает паниковать, требуя объяснить, кто они такие. Мисуми говорит ему успокоиться и представляет их как своих братьев и сестру. Оказывается, девушку, которая спасла его, зовут Футаба, а ее брата зовут Синза, и он помешан на оружии. Еще там есть Кенга, который любит кошек, и Шен, который разбирается в технике. И, наконец, есть Нана, который любит проводить эксперименты. У них есть сторожевой пес по кличке Голиаф. Мисуми рассказывает, что их семья — это команда шпионов, и Тай не может в это поверить. Он думает, что его разыгрывают, и берет пистолет Синза, думая, что это игрушка, но когда он стреляет, понимает, что это настоящее оружие. Они объясняют, что быть шпионом для них обычное дело, они работают на фрилансе, но сейчас у них проблемы, потому что правительство предлагает им работу за меньшую плату. Но тут Чин выдает, что их семья получила самые высокие оценки в интернете. А Кенга добавляет, что их брат Иширо повышает их репутацию, потому что девушки от него без ума. Тай складывает 2 и 2 и понимает, что Кенга говорит об Иракаве. Футаба объясняет, что он не идеальный парень, но лучший шпион в семье. Тай спрашивает, почему на него охотятся, и она рассказывает, что у них есть информация, что кто-то хочет убить Мисуми. Футаба говорит, что Мисуми чуть не погибла из-за Иширо, и от стресса у нее поседели волосы. Иширо винит себя в том, что произошло, и теперь он делает все, чтобы защитить ее. Он избавился от всех, кто был слишком близко, но для Тая сделал исключение, потому что они давно знакомы. Но узнав о разведанных, Иширо решил, что пора его устранить. В этот момент срабатывает сигнализация, и Иширо врывается в дом, но братья Мисуми обещают задержать его и защитить Тая. Шинзо рассказывает, что он расставил ловушки по всему дому. Но они все понимают, что это не поможет, потому что у Иширо есть суперспособности, и Тай чувствует, что приносит неприятности семье. Но Футаба говорит ему не волноваться, потому что это всегда было семейным делом. Она рассказывает ему о кольце с цветком сакуры, которое носят все в их семье, и говорит, что когда половина кольца отдана супругу, брак становится официальным.
Так что если Мисуми отдаст это кольцо, Ишира не сможет тронуть Тая. Но Мисуми не хочет выходить за него замуж, потому что он все еще скорбит о смерти своей семьи, и Футаба уважает их решение. Все готовятся к драке с Ишира, но понимают, что он уже в комнате и говорит, что разрушил ловушки Шинзо. Футаба просит его уйти, но он не собирается этого делать. Она внезапно сбивает его с ног, и начинается драка. Но этот парень может за себя постоять и использует свое оружие, чтобы отбросить их. Он требует, чтобы они отдали Тая, угрожая разрушить все, если они не подчинятся. Но Футаба бросается вперед, пытаясь сократить расстояние, но ее удерживают. Шин говорит остальным, чтобы они сваливали, пока она готовится к драке. Но Ишира говорит ей, что она ему не равня. Но ей плевать, и она вызывает своих дронов, приказывая им поджарить его задницу. Мы переключаемся на Таи. Все волнуются за остальных, но Мисуми напоминает ему, что они не могут убить друг друга из-за семейного правила, так что с ними все будет в порядке. Она показывает ему, где можно спрятаться, и говорит, чтобы он оставался там, но видит, что он волнуется, и успокаивает его, что никуда не уйдет. Ишира удается уничтожить дронов, и он замечает Мисуми с Таи, просит ее обнять его. Но она меняет сценарий и нападает на него. Он начинает связывать ее проводами. Он признается, что впечатлен, и снимает маску. Зная, что Кингу притворялся Мисуми, он понимает, что Мисуми на самом деле замаскировалась под Таи. И мы видим, как Таи наблюдает за ними, понимая, что у нее большие проблемы. Она снимает маску и говорит ему, чтобы он отстал от нее и оставил Таи в покое, потому что он не пытается причинить ей вред. Он соглашается, но говорит, что она не может выходить из дома, потому что снаружи опасно, и объясняет свой план, как избавиться от всех угроз вокруг нее, чтобы никто не мог ей навредить. Он даже готов рискнуть ради нее, показывая, что готов пожертвовать своей жизнью, чтобы защитить ее. Она уже готова согласиться на его предложение, но тут внезапно появляется Таи и говорит Ишира, чтобы он отпустил ее. Но Ишира не собирается этого делать. Он говорит Таи, чтобы она держалась подальше от их семьи. Таи понимает, что Ишира такой же, как он. Потому что они оба до смерти боятся потерять то, что им дорого. Но Тай не согласен с методами Ишира, зная, что Мисуми страдает из-за него. Поэтому Тай прямо предлагает ей выйти за него замуж, говоря, что с ним она будет в безопасности. Он обещает, что с ним она никогда не будет страдать. Она бросает ему кольцо, но как только он пытается его поймать, вмешивается Ишира и говорит, что никогда не позволит Таю жениться на ней. Но Тай не сдается, и ему удается схватить кольцо. Он думает о том, как Мисуми всегда заботилась о нем, и не хочет, чтобы она страдала из-за Ишира. Затем появляются братья и видят, что Тай носит кольцо, и обещают защищать Мисуми. Они начинают праздновать, думая, что он теперь крутой, и Футаба говорит Ишира, чтобы он тренировал Тая, чтобы он мог защитить Мисуми. На следующий день мы видим, как Тай просыпается, но замечает, что Ишира стоит над ним с ножом. Он едва успевает увернуться, и Ишира хвалит его за реакцию, но Тай думает, что Ишира все еще хочет его убить. Ишира объясняет, что это просто часть их тренировки, и что шпионы должны быть начеку даже во сне. Теперь пришло время для упражнений, и он хватает Тая своими проводами. Тем временем Мисуми готовит обед, но вдруг слышит крик Тая. Она бежит к нему и видит, что Акира помогает ему размяться. Мисуми начинает злиться. Ишира решает все объяснить, смотрит на часы и понимает, что они должны уходить. Он хватает Мисуми, и они выпрыгивают в окно, когда весь дом взрывается. Тай не понимает, что происходит, а Ишира объясняет, что кто-то заложил бомбу в доме. Теперь они в машине, и Ишира получает сообщение от Шинзо, что бомба была в кухне. Они пытались убить Мисуми. Тай задается вопросом, зачем кому-то понадобилось ее убивать. Ишира рассказывает, что Мисуми – 10-я глава семьи Якудза. Семья Якудза ведет свою историю со времен ниндзя в период Ито, и все их потомки обладают сверхчеловеческими способностями. Но всегда есть один обычный человек, который рождается главой семьи, даже если у него нет никаких способностей. Он несет в себе ген сверхчеловека, и его дети тоже будут обладать способностями, поэтому долг семьи – защищать Мисуми и сохранять их род. Ишира отмечает, что им плевать на род, но все хотят защитить Мисуми, как и ее братья и сестры. Ишира говорит, что в конце концов Мисуми станет главой семьи Якудза. Так что сейчас она должна узнать о мире обычных людей, но это делает ее мишенью для врагов. Внезапно сзади раздаются выстрелы, Тай теряет самообладание, но Ишира говорит, что машина бронированная. Парни достают еще более мощное оружие, но машина уворачивается. Ишира беспокоится, что прольет свой чай и просит водителя ехать аккуратнее. И угадайте, кто за рулем. Это чертов Голиаф. Тай не может поверить своим глазам. Затем парни начинают стрелять ракетами. Но Голиаф ловко уворачивается. Ишира проливает свой чай и выходит из машины, чтобы разобраться с ними.
Он без труда отбивает их пули своими проводами и разрезает машины, которые их преследуют. Затем он возвращается к Таю и Мисуми, напоминая Таю, что теперь он тоже часть семьи и должен защищать Мисуми. Поэтому Иширо собирается научить его всему, что должен знать шпион. Иширо протягивает ему пистолет и говорит, что его первая задача — защищать Мисуми от убийц весь день. Они подъезжают к школе, и Мисуми здоровается с одноклассниками. Но мы видим, что Тай следит за ней, осматривая всю комнату. Девочки думают, что он ведет себя странно, но другие парни одобряют его действия, но когда они видят его лицо, то удивляются, что с ним случилось. Мы снова видим Тая, который смотрит на пистолет. Иширо говорит ему, чтобы он не волновался, они могут убрать это дерьмо, если он кого-то убьет. Мисуми говорит своему брату, чтобы он перестал дурачиться, и Тай с облегчением это слышит. Но она говорит, что настоящая угроза — это бомбы и яд. Так что пистолет не поможет. Иширо говорит ему остерегаться парня-бомбиста по имени Тамия, который делает бомбы высшего качества. Иширо уже пользовался его услугами раньше. Тай удивляется, почему Тамия решил их предать. Но Акира объясняет, что люди в этой сфере часто меняют сторону. Иширо говорит, что у Тамии есть слабое место, он зависим от социальных сетей. Парень даже пишет о том, как проходит его работа. Иширо говорит, что ему нужно спасти заложников, поэтому он не пойдет с ними. Но он предупреждает Тая, чтобы тот был начеку. Тамия пишет, что будет еще 2 бомбы. Тай должен защищать Мисуми, чтобы не случилось, пока Иширо не вернется. Тай осматривает комнату, пытаясь понять, где могут быть бомбы, и решает держаться поближе к Мисуми. Но тут Тамия пишет, что 2-я бомба установлена, и Тай начинает паниковать. Следующее, что мы видим, это как он получает удар мечом. Остальные ребята подходят к нему. Но он замечает в окне какую-то фигуру и бежит к ней. Он добирается до медпункта, но колеблется у двери, и тут появляется медсестра и спрашивает, все ли с ним в порядке. Он быстро придумывает отговорку и убегает, но мы видим, что женщина улыбается. Мы возвращаемся в класс, где Мисуми болтает с девочками, а Тай проверяет свой телефон и видит, что Тамия установил последнюю бомбу. Он думает о том, как Мисуми научилась защищаться. Например, как она никогда не ест то, в чем не уверена, и как она всегда избегает оставаться одна. Ребята снова извиняются за то, что ударили его, и дают ему шоколад. Он быстро его съедает, и ребята не могут поверить, что он действительно его съел, напоминая ему, как он нервничает, когда они с ним разговаривают. Внезапно Таю становится очень плохо, и они решают отвезти его в медпункт. Но потом они вспоминают, что медсестры сегодня нет, и Тай теряет сознание. Он приходит в себя и видит Мисуми, которая говорит, что медпункт закрыт. Тай начинает сомневаться, подходит ли он ей, думая, что ничего о ней не знает, хотя они были друзьями с детства. Несмотря на постоянную опасность, она всегда была на его стороне. Он понимает, что никогда не задумывался о ее чувствах, когда соглашался жениться на ней. Но тут она бьет его и говорит, что это она выбрала его, и благодарит за то, что он на ней женился. Тай рад это слышать. Но тут он замечает бомбу на потолке. Она взрывается, и ребята думают, что это просто эксперимент научного клуба. Мы видим Нана и какую-то женщину, восхищающихся взрывом, и понимаем, что это Кенга. Тай и Юми выживают после взрыва. Тай думает, как, черт возьми, Тамии удалось заложить бомбу в случайной комнате. Но он вспоминает, что лазарет был закрыт, и это было лучшее место для отдыха. Он понимает, что Мисуми была целью Тамии, и находит 3-ю бомбу на своем теле. Он понимает, что Тамия специально рассказала о своих планах, чтобы Тай остался с Мисуми, и что он и есть бомба, которая ее убьет. За несколько секунд до взрыва дверь блокируется, и Тай выпрыгивает из здания, чтобы спастись от Мисуми. Но неожиданно его ловит Иширо и обезвреживает бомбу, спасая Тая. Мисуми спрашивает, что они собираются делать с бомбой, и Иширо говорит, что собирается вернуть ее владельцу. Появляются Нана, Кена и Шинзо, и Мисуми понимает, что они все это время наблюдали за ними. Кенга говорит, что они просто хотели посмотреть на Тая во время его первой миссии. Шинзо отдает Тамию, умоляя о пощаде. Но Иширо просто выбрасывает его в окно, когда бомба взрывается, и все восхищаются взрывом. Мы видим, что Иширо выглядит раздраженным, когда Тай подъезжает к их дому. Но Мисуми напоминает ему, что дом Тая разрушен взрывом, и теперь, когда они женаты, он не может отказаться. Поэтому Иширо говорит Таю быть осторожнее. На следующее утро Тай просыпается от этого жуткого кошмара, в котором он не смог спасти мисс Юми от того накачанного парня без рубашки, который держал ее в своих руках. Это было чертовски страшно. Но потом он понимает, что это был всего лишь сон, и вспоминает все то безумие, что произошло вчера. И теперь он живет в доме якудза, к чему ему еще предстоит привыкнуть. Но, черт возьми, он случайно наступает Голиафу на хвост и получает наказание в виде 1000 царапин.
И все в доме уже знают, что произошло, по крикам Тая. Позже Мисуми обрабатывает раны Тая и извиняется за случившееся. Она попросила Голиафа присматривать за ним, чтобы Ашира не напал на него во сне. Тай знает, что Ашира бы точно так поступил, если бы у него была такая возможность, поэтому он благодарен Голиафу за то, что тот его защитил. Затем Мисуми берет Голиафа на руки и начинает ругать его за то, что он причинил боль Таю, хотя его работа заключалась в том, чтобы защищать его. Но это заставляет Тая нервничать, потому что он знает, что Голиаф злится, когда к нему прикасаются. Хотя, кажется, Голиаф любит Мисуми, потому что она его босс, и он никогда бы не напал на нее. Но это не относится к Таю. Позже в тот же день Тай встречается с Футабой и умоляет ее помочь ему стать сильнее. Но она говорит ему, что они уже планировали постепенно тренировать его, потому что он очень слаб. Но Таю этого недостаточно. Последний инцидент заставил его понять, что он слишком неподготовлен, чтобы защитить Мисуми от опасности, и он чуть не покончил с собой. Поскольку Мисуми выбрала его своим парнем, он хочет стать сильнее ради нее, это какое-то сентиментальное дерьмо. Но тут Футаба хватает его за рубашку и начинает швырять по комнате, чтобы показать, что она может. Она говорит, что может и не выглядит такой, но у нее есть талант к боевым искусствам. И даже с таким талантом ей понадобилось 3 года тренировок, прежде чем она смогла отправиться на свое первое задание. Так что для Тая, у которого нет никаких талантов, понадобится еще больше времени на тренировки. Одних сильных эмоций недостаточно. Но несмотря на это, она не хочет, чтобы его мотивация пропала. Поэтому она предлагает ему попробовать режим тренировок семьи Якудза. Но у нее есть одно условие – Таю придется прожить в этом особняке целый месяц. Он удивлен, что это все, что она просит. Но она говорит, что это потому, что они разрушили его дом, и она хочет, чтобы он жил здесь во время тренировок. А потом через месяц начнутся настоящие тренировки. Тай уже собирается согласиться, но как только он встает, под его ногами открывается люк, и он чуть не падает вниз. Футаба извиняется за это, потому что она забыла упомянуть, что весь этот чертов дом полон ловушек для тренировки шпионов. Так что если Тай не справится с тем, что ему предлагает дом, то никакой тренировки не будет. Тай пришел сюда, чтобы попросить о тренировке, но теперь он боится, что может умереть уже через день. На следующее утро его будет будильник, и это не просто предложение, потому что через несколько секунд после того, как Тай пытается его проигнорировать, он взрывается. Тай выбегает в коридор, чтобы спастись от этого дерьма. Но в итоге он активирует еще одну ловушку, которая стреляет из чертового огнемета. К тому времени, как он садится завтракать, он уже практически поджарен. Мисуми извиняется за свою сумасшедшую семейку, но Футаба говорит, что будильник-бомба нужен, чтобы он привык вставать сразу же. Тай откусывает кусочек завтрака и спрашивает, как, черт возьми, Мисуми умудрялась жить в этом доме так долго, ведь она такая же, как и он. Но она объясняет, что ей не приходится иметь дело с ловушками, потому что они на нее не реагируют. Шен говорит ему, что ловушки можно отключить, когда его примут в семью. Все они управляются компьютерной системой. Так что если ему удастся пройти все ловушки в доме, он официально станет членом семьи Якудза и сможет включать и выключать их, когда захочет. Остальные отключают ловушки, когда получают травмы или просто не хотят с ними возиться. И если Тай будет стараться изо всех сил, то может через 2 года или типа того у него получится. Тай не хочет ждать 2 года, но через мгновение у него начинает болеть живот, и Футаба говорит, что ему нужно внимательнее следить за тем, что он ест. У всех в семье, кроме Мисуми, в еде есть немного яда, чтобы выработать иммунитет. Но Таю не о чем беспокоиться, потому что этого достаточно, чтобы утром у него болел зад. Но ему нужно беспокоиться о том, что в ванной почему-то 20 чертовых замков на двери. Шиноза проходит мимо, и хоть он ничего не делает, ему нравится смотреть, как Тай мучается. Чтобы попасть внутрь, Тай должен взломать замок и разгадать пароль за минуту. Но это жестоко ожидать, что он справится с этим с первого раза. Поэтому Шинзо решает помочь ему, пока Тай не разнес все в пух и прах. На следующий день все снова просыпаются от адского звука будильников. Каждый находит свой способ отключить их, чтобы они не взорвались. Но только не Тай, потому что он все еще не разобрался. Ловушки повсюду, и попытка позавтракать заканчивается тем, что его обливают водой, как будто он участвует в перестрелке. Чтобы включить телевизор, ему нужно нажать на кнопку, как будто он стреляет из пистолета. Даже душ превращается в пытку. К тому времени, как он наконец идет в школу, он совершенно вымотан. Его друзья спрашивают, все ли с ним в порядке, но он делает вид, что все хорошо, и они оставляют его в покое. Когда день наконец подходит к концу, наш мальчик совершенно измотан, но проверив Мисуми, он видит, что она ослабела. Он накрывает ее одеялом и решает тоже немного поработать.
Он выходит на улицу, чтобы потренироваться. Но, черт возьми, он все еще стреляет, как штурмовик. Он твердо намерен продолжать, пока не добьется своего. Но тут Мисуми зовет его и предлагает отдохнуть вместе с ней. Они оба сидят в тишине, и Мисуми наливает ему чашку чая, прежде чем спросить, не слишком ли он выкладывается на тренировках. Тай не хочет признаваться, но она знает, что он старается изо всех сил, потому что считает себя слабым. Но Мисуми так не думает. Она помнит, как в детстве, когда они были соседями, они не были особо близки. Но когда она перешла в среднюю школу, она стала объектом насмешек некоторых завистливых девчонок из-за своих белых волос. А Ашира не было рядом, чтобы проучить их. Поэтому Мисуми пришлось терпеть их жестокие выходки. Но потом появился Тай и прекратил это, постригся сам, не сказав ни слова. Его поступок шокировал хулиганок, и они убежали, как испуганные щенки. Когда девчонки ушли, Тай бросил ножницы и сказал Мисуми, что он все равно собирался постричься, так что ей не о чем беспокоиться. Ей все равно было неловко, но он настаивал, что все в порядке. С того дня они стали очень близки. Он всегда защищал ее, поэтому она сказала ему, что ему больше не нужно изматывать себя. Прошло какое-то время, и однажды утром Тай проснулся, сумев выключить этот грёбаный будильник, прежде чем он снова зазвонил. Он прошел по коридору, не задев ни одной из этих чертовых ловушек. Вошел в гостиную и поздоровался с Шинзо. Когда он снова попытался включить телевизор, его меткость улучшилась, и теперь он может нажать на кнопку питания. Но переключение каналов все еще дается ему с трудом, поэтому Синза дает ему пару советов, как уменьшить отдачу при стрельбе. Вскоре после этого в комнату заходит Чен, и она в шоке от того, что Тай теперь может с легкостью включить телевизор. Она пришла, чтобы показать Синзе данные о работе Тая, которые она для него проанализировала. Тай очень благодарен за помощь, но у него есть вопрос, который он давно хотел задать. Он спрашивает Синдза, почему тот всегда сидит в мусорном баке, но ответ очень просторечный. Этот чувак просто очень стеснительный и ленивый, поэтому он почти никогда не выходит из своего мини-танка. Но дело не в этом. Она говорит Таю, чтобы он поторапливался, потому что ему нужно встретиться с Нана, чтобы научиться обращаться с ядовитым газом. Когда он уходит, Синдза говорит, что у Тая настоящий талант к шпионскому делу, но хотя Шин и соглашается, что он делает большие успехи. Она знает, что это все благодаря его упорному труду. Позже Футаба и Кенга идут по коридору и натыкаются на Тая и Нана, которые тренируются с нервно-паралитическим газом. Кенга пытается вмешаться, но Футаба дает ему пинка, чтобы Тай мог спокойно тренироваться, хотя она чувствует, что что-то не так. Время идет, и Тай без проблем справляется со своей утренней рутиной. Мисуми очень гордится тем, как далеко он продвинулся всего за 3 недели жизни здесь. Он просит ее передать ему молоко. Но есть одна вещь, к которой он все еще не привык, это небольшие дозы яда. Поэтому ему снова приходится бежать в туалет. Но он до сих пор не разобрался, как взломать коды на двери. Кенга подходит, чтобы помочь ему, пока он не попал в беду, но когда он добирается до Тая, тот лежит без сознания на полу. Все подбегают к нему, чтобы проверить, как он, и Футаба просит Нана приготовить лекарство. Позже Тай просыпается на диагностическом столе Нана, и, к счастью, у него всего лишь поднялась температура от переутомления. Если он отдохнет, то все будет хорошо. Или, по крайней мере, было бы хорошо, если бы у него не было таких серьезных травм. Футаба уже давно заметила, что он что-то скрывает, потому что он не мог добиться таких сумасшедших результатов без радикальных мер. Он держал это в секрете, и Футаба разочаровалась в Нана, который позволил себе так себя измотать. Тай говорит ей, что это не их вина, потому что они пытались его остановить. Но он был чертовски упрям и умолял их, пока они не сдались, потому что он хотел защитить Мисуми как можно скорее. Футаба бьет его по голове за то, что он такой глупый и не понимает, что не сможет позаботиться о Мисуми, если сначала не позаботится о себе. Она дает ему книгу по основам взлома кодов, чтобы ему было чем заняться, пока он восстанавливается после ранений. Тай благодарит ее за заботу. Но когда она уходит, Футаба думает, что его выносливость просто невероятна. Большинство людей сломались бы задолго до того, как их тела сдались бы, если бы они так себя изматывали, как он. Но Тая продолжает усердно тренироваться для Мисуми, и это значит, что он сможет защитить ее. Через пару дней Тая полностью выздоровел и наконец-то смог сам открыть чертову дверь в ванную. Это повод для праздника, и поскольку он прошел все ловушки в доме, он получил доступ администратора, чтобы отключить их, и официально стал якудза.
Футаба лично похвалила его за всю тяжелую работу, которую он проделал за последний месяц. Но теперь он будет проходить интенсивную семейную подготовку якудза, так что ему лучше быть готовым. Шинзо достает для Тая рубашку весом в 100 килограммов, и Шин увеличивает сложность ловушек. Так что Тай с самого начала будет проходить еще более суровые тренировки. Позже мы видим, как Мисуми готовит для семьи, как обычно добавляя немного яда. Но тут Тай ни с того ни с сего спрашивает, носит ли она лифчик. Застигнув ее врасплох, он пытается объяснить, что тренировался менять внешность, но она не хочет его слушать. Затем появляется Кенга и предлагает научить Тая, но вместо этого тот начинает над ним издеваться. Шинзо подходит и спрашивает, что случилось, так что Тай срывает с Кенга маску. Иширо вскакивает и говорит, что собирается на задание и пытается поцеловать Мисуми, но она просто отталкивает его. Оказывается, Шинзо тоже отправляется на задание. Тай беспокоится за него. Но Шинзо говорит, что это просто обычное задание, где нужно украсть настоящую тарелку за фальшивые деньги. Тай не может поверить, что это считается легким заданием. Так что Шинзо дает ему кое-что перед уходом. Следующее, что мы видим, Тай и Мисуми идут в школу, и вдруг ни с того ни с сего в них летит бейсбольный мяч. Но Тай ловит его, как будто это ничего не стоит, и с бешеной скоростью бросает обратно, а тренер тут же предлагает ему присоединиться к команде. Во время обеденного перерыва Мисуми говорит, что благодаря тренировкам он стал супергероем, и просит его быть осторожнее, чтобы не выдать себя. После школы Мисуми занимается всей бумажной работой. Тай поражен, как ловко она с этим справляется, но Мисуми говорит, что привыкла, и это ее обязанность как старосты. Вдруг она замечает, что чего-то не хватает. Она решает навестить Кенга. Тай не может поверить, что в комнате Кенга такой беспорядок, и Мисуми отчитывает его за то, что он забыл приложить документы к отчету. Кенга отмахивается, будто это не важно, и Тай предлагает поискать документы в комнате. Но Кенга говорит, что это бесполезно, потому что он так и не написал этот чертов отчет. Он выходит из комнаты голым. Мисуми просит его одеться. Кенга вспоминает, как они вместе купались, когда были детьми. Мисуми решает его наказать, но Кенга убегает. Тай пытается его остановить. Но Кенга притворяется Мисуми, застает Тая врасплох, и тот не может его поймать. Кенга убегает. Мисуми включает режим гибернации, и весь дом блокируется. Тем временем мы видим, как Шинзо пробирается через вентиляцию, надев очки для рентгена, чтобы посмотреть, что происходит. Он замечает, что охрана усилена, чем ожидалось, а потом появляется директор. Он доволен, потому что все идет по плану, но, похоже, есть кто-то еще, кто дергает за ниточки. Синза убивает 2 охранников и забирает у них настоящую табличку, но внезапно срабатывает сигнализация. Мы застаем Мисуми и Тая, которые ищут Кенга, проверяют, не прячется ли он у кого-нибудь из братьев и сестер, но его нигде нет. Они даже заглядывают в комнату Ашира, но там только фотографии Мисуми. Тогда они решают продолжить поиски. К ним присоединяются остальные 3 братьев и сестер, которым интересно, что происходит. Вдруг они понимают, что Кенга раньше притворялся ими. Они слышат смех Кенга и видят, как он выпрыгивает из чертовой картины. Но он быстро убегает. Тай бросается за ним, но когда они поворачивают за угол, Кенга ускользает. Мисуми спрашивает, что случилось, и Тай указывает на туннель. Мисуми не может поверить, что есть секретный проход, о котором она не знала, и злится, что Кенга сбежал. Она снимает блокировку, и они возвращаются в комнату Кенга, чтобы закончить работу. Но тут Мисуми внезапно надевает наручники на Тая и называет его Кенга. Тай в замешательстве и спрашивает, что происходит. Тогда Мисуми сообщает, что знала, что Тай хотел обмануть ее и снять блокировку. Она также говорит, что настоящий Тай всегда пропускает ее первой. Кенга признает поражение и соглашается закончить свою чертову работу. Следующее, что мы видим, Тай ест что-то из контейнера, когда звонит Синза и говорит, что врагов больше, чем ожидалось, и у него заканчиваются патроны. Оказывается, хоть он и эксперт по оружию, он совсем не боец, когда у него ничего не остается. Тогда Мисуми просит Тая помочь. Мы видим, как Тай держит в руках пакет и пробирается на территорию, но тут к нему подкрадывается какой-то парень. Тай вспоминает тренировки с Шинзо и отталкивает его, выбивает оружие и вырубает парня. К нему подбегают еще несколько человек, и Тай понимает, что их 3. Ему удается вырубить 2, но 3 уже вызывает подкрепление. Тогда мы узнаем, что Шинзо дал ему пистолет, и Тай решает воспользоваться им. Эта чертова штука стреляет электричеством и вырубает рацию. Тай добирается до Шинзо, который тут же обнимает его и признается, что был напуган до смерти. Тай обнимает свой новый пистолет и предлагает бежать, но их замечают. Но Шинзо снова превращается в крутого парня и быстро обезоруживает их. Они бегут к выходу, но там снайпер, и Тай получает пулю в ногу. Парень угрожает прикончить Тая и приказывает Шинзо бросить оружие.
Шинзо видит, что Тай истекает кровью и бросает пистолет. В воспоминаниях Мисуми говорит Таю, что он может дать Шинзо любое оружие, лишь бы ему было удобно. Тогда Тай внезапно бросает ему вилку, и Шинзо использует ее, чтобы сломать пистолет парня, и убивает его. Им удается сбежать, и они оба извиняются за то, что все испортили. Тай беспокоится, потому что у Шинзо закончились патроны, но он знает, что должен привыкнуть к этому и стать сильнее, потому что должен защищать семью как старший брат. На следующий вечер мы видим Тая по телефону с Мисуми, который приглашает его на свидание. Но тут подъезжает эта чертова машина, и появляется какой-то незнакомый чувак. Тай сразу же бросает трубку. Чувак подходит и представляется как Сейджи, полицейский, и начинает допрашивать Тая. Они едут в участок, где Сейджи достает фотографию Тая с его последней миссии, и Тай начинает нервничать, гадая, откуда, черт возьми, Сейджи ее достал. Сейджи раскрывает карты и показывает Таю видео с ним, снятые во время недавних событий, думая, что он виноват во всем, что произошло. Он прямо называет Тая преступником и угрожает арестовать его. Но потом Сейджи начинает думать, что Тай работает на какую-то секретную организацию и предлагает ему сделку – сдать всех, и тогда наказание будет мягче. Тай отказывается и говорит, что ничего не знает. Сейджи пытается дать ему воды, но Тай знает, что там сыворотка правды, поэтому отказывается пить. Сейджи силой вливает ему воду в рот. Но Тай ловко уворачивается и ловит воду в чертов воздушный шарик. И продолжает притворяться, что ничего не знает. Внезапно Сейджи нападает на него. Тай понимает, что в комнате лежат трупы. Сейджи объясняет, что он только что убил наркоторговца, хвастаясь тем, что не боится брать закон в свои руки. Он хватает Тая и угрожает убить его. Но потом он замечает нитку и понимает, что здесь замешан Иширо. Тай говорит Сейджи, что ничего не знает. Сейджи собирается ударить его, но Тай уклоняется, и удар приходится в стену. Тем временем Иширо подслушивает и начинает смеяться над жалкими попытками Сейджи. Тай требует объяснений, и Иширо рассказывает, что Сейджи – его приятель, и что он прикрывал деятельность их семьи в обмен на помощь в расследовании. Иширо спрашивает, прошел ли Тай испытания, и объясняет, что Тай их не выдал, и он с нетерпением ждет возможности поработать с ним. Сейджи упоминает, что у него есть для Иширо важное задание. Иширо понимает, что пришло время для его следующей миссии, и решает уйти. На следующий день Тай очень устал, потому что не выспался, а Мисуми волнуется за него. Иширо заходит в класс и объявляет, что будет вести урок вместо учителя. Он начинает лекцию, и Тай уже готов отключиться. Затем он чувствует, как в него летит проклятый мел на бешеной скорости. Он успевает увернуться в последний момент. Мел оставляет дыру в стене, и Иширо использует азбуку Морзе, чтобы сообщить Таю, что ему нужно научиться контролировать свой сон. Иширо рассказывает о дельфинах и о том, что они не спят как люди. Он говорит, что они просто отключают часть мозга, чтобы отдохнуть. Парень говорит Таю, что ему нужно научиться этому, но Тай думает, что это невозможно, потому что людям нужен сон, чтобы выжить. Иширо предупреждает Тая, что кинет в него еще мелом, если поймает его спящим. Но тут вмешивается Мисуми и говорит Иширо, чтобы он отстал, думая, что он просто пытается замучить Тая. Она рада, что он разговаривает с ней, и просит Иширо перестать портить Таю жизнь. Но Тай уверяет ее, что он сможет пройти испытание Иширо. Но Иширо внезапно достает капсулу и раздавливает ее, наполняя комнату усыпляющим газом. Мисуми надевает противогаз и злится, потому что все вокруг вырубаются. Иширо замечает, что Тай спит и начинает кидаться мелками. Но Тай защищается, как настоящий босс. Мисуми в шоке, потому что видит, что Тай может двигаться, даже когда спит. Иширо понимает, что Тай не совсем проснулся, и продолжает кидаться мелками, но Тай уворачивается от них, как настоящий ниндзя. Иширо впечатленный продолжает кидаться мелками до конца урока. Но в ту ночь мы узнаем, что Тай больше не может входить в это полусонное состояние. Все думают, что он жуткий, потому что видят, как он ходит во сне и все такое. На следующий день Тай читает какую-то инструкцию о том, как встречаться с девушкой, как чертов шпион. Он понимает, что не проводил достаточно времени с Юми и боится, что их отношения могут испортиться. Он собирается пригласить ее на свидание, но ему звонит Сейдзи. Сейдзи говорит, что есть срочное задание и Тай должен пойти. Так что Тай направляется в парк развлечений, и Сейдзи говорит ему поймать опасную парочку, которая устраивает беспорядки с оружием. Но Сейдзи понятия не имеет, как они выглядят, поэтому он говорит Таю быть начеку и обращать внимание на подозрительное поведение. Но Тай понимает, что он выделяется, потому что он один, в моле парочек. И тут появляется Мисуми и говорит, что знает, что происходит, и поможет ему слиться с толпой. Она даже указывает на подозрительных людей поблизости. Она говорит, что справится сама, так что ему не нужно о ней беспокоиться. Он замечает милую парочку, которая хорошо проводит время, и парень делает комплимент девушке по поводу ее наряда. Тай пытается подражать ему и говорит Мисуми, что может показать крутые приемы ногами в своем наряде.
Но она говорит, что в нем легко двигаться, и он понимает, что ему трудно ее развлечь. Они замечают странную парочку, которая садится на американские горки, и решают проследить за ними. Все веселятся на аттракционе, но Тай засыпает, потому что это не идет ни в какое сравнение с его тренировками. После поездки Мисуми и Тай продолжают следить за парочкой и понимают, что они не такие опасные, какими кажутся. Затем они видят другую пару и думают, что те выглядят как хулиганы. Тай решает проследить за ними, пока они катаются на другом аттракционе. Но вдруг они начинают целоваться и обниматься. Тай понимает, что это обычная пара, которая развлекается. Мисуми замечает еще одну подозрительную пару, и Тай решает понаблюдать за ними, пока они пьют кофе. Он слышит, как парень говорит о каком-то особенном предмете и лезет в карман. Тай думает, что у него пистолет, но парень достает кольцо и просит девушку выйти за него замуж. Тай разочарован, потому что у него нет никаких зацепок. Он держит в руках розу и думает, как сделать Мисуми счастливой. Но тут сладкая парочка начинает ссориться, и Тай не может поверить, что это происходит, ведь они были так близки во время поездок. Внезапно они достают пистолеты, и Тай понимает, что это его цель. Все начинают паниковать, когда они начинают стрелять друг в друга. Тай прячется. Он видит, как его роза разлетается на куски и злится. Он достает свои электрические пули и стреляет в них. Приезжают копы и арестовывают их. Тай благодарит Сейдзи за помощь, говоря, что он отлично справился. Но Дэн Маширо узнает об этом и выглядит очень расстроенным, потому что Тай ходил на свидание с Мисуми. Мы видим, как Тай и Мисуми катаются на колесе обозрения, и Мисуми говорит, что они успели посмотреть все достопримечательности. Тай спрашивает, почему она не хотела кататься на колесе обозрения, пока они не посетили другие аттракционы. Она объясняет, что хотела полюбоваться закатом вместе с ним. Он протягивает ей розу, говоря, что она помялась во время перестрелки, но он все равно хочет поблагодарить ее за все, что она сделала. Она принимает розу, и они проводят остаток дня вместе. Вернувшись домой, мы видим, что Шин наконец-то завершила свою миссию. Она уже готова отключиться, но вдруг в ее систему проникает таинственная девушка. Шин не собирается сдаваться и дает отпор хакеру. Мы видим, как она гонится за каким-то чертовым ежиком, но девушка отключает ее компьютер, позволяя ей сбежать. Когда она снова включает свой компьютер, она понимает, что девушка украла фотографии Тая. На следующее утро Тай и Мисуми сталкиваются с Шин. Они спрашивают, почему она выглядит такой уставшей, и она рассказывает о хакере и о том, что это странно, потому что они взяли только фотографии Тая. У Тая плохое предчувствие. Тай и Мисуми идут в школу, думая о том, что могло понадобиться хакеру. Но вдруг их останавливает какая-то игла, и мы видим таинственную девушку. Тай пытается убежать, но они не отстают, и он готовится дать отпор. Девушка нападает на него, но ему удается отбросить ее назад. Она признается ему в любви, но тут же говорит, что хочет его убить. Мисуми узнает в ней Аяку, шпионку-убийцу. Аяку не нравится это прозвище, но Мисуми объясняет, что она использует свои шпионские навыки, чтобы выслеживать парней, в которых влюбляется, и убивает их своими иглами. Аяка признается, что влюбилась в Тая после того, как увидела его видео в Даркнете, но это привело к тому, что за его голову назначили награду. Внезапно она подбрасывает свои иглы, и мы видим, что за Таем охотятся из-за этой награды. Но Аяка начинает сходить с ума, желая, чтобы Тай принадлежал только ей. Тай признается, что он женат на Мисуми, поэтому не может позволить себе ничего лишнего. Аяка не может поверить в это и хочет убить Мисуми прямо сейчас. Но она говорит, что Иширо разрешил ей преследовать Тая при условии, что она не будет трогать Мисуми. Тай и Мисуми не могут поверить, что Иширо согласился на это, и Аяка начинает кидать в них иглы. Но она говорит, что скоро увидится с ними снова, прежде чем уйти. Они приходят в школу, и Аяку представляют как новую ученицу. Она садится рядом с Таем, но когда идет на свое место, спотыкается и бросает в него иглу, но он успевает ее поймать. Мы видим, как Тай проводит свой день, пытаясь избежать покушения Аяки. Он обедает с Мисуми и продолжает уклоняться от атак Аяки. Аяка начинает отчаиваться и использует свои иглы на всех в классе, говоря, что она всех отравила каким-то ядом, контролирующим разум. Она приказывает им схватить Тая, и они удерживают его. Она готовится прикончить его. Но тут вмешивается Мисуми и говорит, что она перешла черту, но тут появляется тот самый охотник за головами и начинает стрелять в Аяку в отместку. Мисуми отталкивает ее, Тай достает пистолет и стреляет в этого парня. Он проверяет, все ли в порядке с Мисуми, а Аяка удивляется, почему Мисуми спасла ее. Мисуми объясняет, что она счастлива, потому что теперь есть кто-то еще, кто видит, какая Тай замечательная. Аяка видит в ней ангела и влюбляется. Они идут домой, Аяка прижимается к Мисуми. Теперь она хочет убить Тай, чтобы Мисуми была только с ней. Тай это не нравится, но тут ему звонит Шин. Они встречаются в ее комнате. Мисуми рассказывает, что всегда ищет людей, с которыми можно поиграть. Тай в шоке.
Но она начинает игру, говоря, что им нужно победить появляющихся врагов. Они начинают играть, и она говорит, что пришло время для босса. Тай удивлен, что это происходит так быстро. Но они сражаются с каким-то поездом-монстром. Тай нажимает на кнопки как сумасшедший, и им удается победить босса. В новостях сообщают, что сбежавший поезд внезапно остановился. Шин говорит, что взломала систему и превратила это в игру. Она должна пройти игру, чтобы выполнить задание. Она говорит, что не всегда может справиться сама, и показывает им вертолет, который вот-вот врежется в электростанцию. Они готовятся к следующей игре, и им предстоит сразиться с чертовым драконом. Шен дает Таю предмет для воскрешения на всякий случай, и она начинает сражаться с этими монстрами Эсира. Тай борется с ними, но каким-то образом активирует режим бога, и она кричит на него за использование читов, а дракон приближается к цели. Но она делает какое-то комбо-движение, уклоняется от дыхания дракона и побеждает его. Тай впечатлен, но игра не заканчивается, потому что внезапно появляется множество драконов, и мы видим, что это дроны. Шен думает, что игра окончена, но Таю приходит в голову идея. Он использует предмет воскрешения, чтобы вернуть дракона, и они начинают уничтожать дронов. Вертолет сбивает их, и Шен впечатлен, что это сработало. Но несколько дронов проскальзывают мимо, пока не появляется Аяка и не уничтожает их, решив сделать несколько фотографий мисс Юми. Тай и Шен уничтожают остальных дронов, и миссия наконец-то завершена. Шен хвалит Тая за его план, но она настаивает на том, чтобы поиграть с ним еще, не давая ему уйти. Некоторое время спустя мы видим двух крутых шпионов, которые только что завершили одну безумную миссию. Один из них, которого зовут Ога, отдыхает и читает последний выпуск журнала Spice Monthly, на обложке которого изображен Тай. Ога в шоке от всех достижений Тая. Но его напарница Суи не обращает на это внимания, потому что это не связано с их миссией. Тем временем Тай отдыхает в особняке Якудза, когда ему звонит Нана, который просит его подвезти домой. Тай только начал разминку, но соглашается помочь, и спрашивает, где он сейчас. И Нана отвечает, что он в какой-то чертовой лаборатории. Тебе нужно больше информации, поэтому Нана рассказывает. Эта лаборатория разрабатывала серьезное биологическое оружие, например, токсичный газ. Миссия Нана заключалась в том, чтобы проникнуть в лабораторию и остановить их, и он справился с этим на ура. Но теперь он держит в руках бомбу под названием натрий, наполненную микробами. Если эта штука взорвется, то уничтожит все в радиусе 10 километров. Выносить ее наружу очень рискованно, поэтому Нана решает ее съесть. Тай немного напуган, потому что Нана только что проглотил биологическое оружие, но он объясняет, что его организм отлично справляется с токсинами, так что это не убьет его. Но на нейтрализацию токсичного газа в его организме уйдет около 3 часов. И как побочный эффект он вырубится. К счастью для Нана, он уже вырубил всех в лаборатории, так что непосредственной опасности нет. Но он хочет, чтобы Тай забрал его, пока остальные сотрудники лаборатории не поняли, что происходит, и не начали его искать. Тай соглашается и готовится отправиться в лабораторию. Но когда он приходит туда, что-то кажется ему подозрительным. Он настороже и осматривает каждый угол, но нигде не видно охраны. Пока он не натыкается на тела охранников, и вот тогда становится по-настоящему жутко. Охранники уже без сознания, а система безопасности взломана. Но это не в стиле Нана, поэтому он задается вопросом, кто за этим стоит. Он на секунду отвлекается, и один из охранников, который еще не вырубился, направляет на него пистолет. Но прежде чем он успевает нажать на курок, этого охранника отбрасывает к стене каким-то чертовым шаром на цепи. И его спасают никто иные, как Суи и Ога, которых он видел раньше. Суи удивлен, что Тай тоже здесь, поэтому они представляются как члены Хинаджику, отряда правительственных шпионов. Тай уже слышал о Хинаджику раньше. В отличие от шпионов-фрилансеров из семьи Якудза, эти ребята из Хинаджику — элита. Они получают приказы напрямую от правительства. Суи объясняет, что их отправили сюда, чтобы закрыть эту лабораторию, и просит Огау рассказать, что происходит. Ога начинает слушать и слышит шаги 5 человек в здании. И это еще не все, он буквально чувствует запах их оружия, поэтому знает, что они вооружены. Эта информация говорит Суи, что главная лаборатория, которую они ищут, должна быть под землей, поэтому он прощается с Таем. У них своя миссия, которую нужно выполнить. Но Ога не упускает шанс объединиться с Таем, хватает его и тащит за собой. Затем из ниоткуда на Тая нападает охранник и делает 2 выстрела. Но Тай уклоняется от них, как чертов ниндзя, и контратакует, чертовски впечатлив Огу. В конце концов, они добираются до лаборатории, и Тай, заметив Нана, спешит ему на помощь. Но Ога пытается убить Нана своим стальным шаром. У Тая есть нож, который он сломал в процессе. Ога говорит Таю отойти, потому что ему опасно вмешиваться. Их миссия — уничтожить эту лабораторию. Тай не понимает, почему они хотят убить Нана.
Суи объясняет, что они уже давно следят за этой лабораторией, поэтому знали, что Нана проник в нее. А поскольку Тай знал, где находится Нана, им не составило труда найти это место. Но теперь, когда Нана проглотил биологическое оружие, он стал серьезной угрозой для национальной безопасности. Поэтому они должны устранить его, чтобы выполнить свою миссию. Суи прямо говорит Таю отойти в сторону, чтобы он мог убить Нана, но Тай ни за что на свете не будет просто стоять и смотреть, как его Шурин погибает. Поэтому Тай встает перед ним и заявляет, что если Ога и Суи хотят убить Нана, то сначала им придется разобраться с ним. Он готов пристрелить их. Ога пытается предупредить его, чтобы он подумал дважды, но уже слишком поздно. Суи активирует свой безумный навык и проносится мимо Тая с мечом, попутно разрубая его пистолет и тело. Он мог бы уже давно убить Нана, но пытается доказать, что эмоции Тая — это слабость. Он доверился этим шпионам, которых никогда раньше не встречал, и был так расслаблен, что не решился выстрелить в них первым. Ога ругается, что Суи всегда так себя ведет, и уже собирается остановить его, но потом вспоминает, что Суи слишком силен для него. Поэтому он отступает. Суи подходит к Нана, обещая сделать его смерть как можно более безболезненной. Но Тай все еще умоляет его не делать этого. Суи называет Тая жалким, думая, что он может решить все, если попросит по-хорошему. Но как раз перед тем, как он заканчивает работу, Нана приходит в себя и говорит Суи, чтобы тот остановился. Он объясняет, что его тело очистилось от газа, и в качестве доказательства показывает пластырь. Ему плевать, если Суи все равно хочет его убить, но он хочет хотя бы обработать раны Тая, пока тот не истек кровью. Суи останавливается и убирает меч, потому что у него нет причин убивать Нана, если тот действительно очистился от яда. Он говорит, что примет пластырь в качестве доказательства того, что его миссия была успешной, и перед тем, как уйти, дает Нана крем для заживления ран, чтобы тот мог обработать Тая. Но если Тай действительно умрет на этой неделе, Суи думает, что для семьи Якудза будет лучше, если он действительно умрет. Суи и Ога уходят, а Нана отчаянно пытается обработать раны Тая, чтобы тот не истек кровью. Когда Тай встает на ноги, он оказывается в плену у Ишира, который держит перед его лицом горящую спичку, и он не понимает, что происходит. Ишира показывает Таю, что он снова попал на первую полосу шпионского журнала, но на этот раз там написано, что шпионы Хинадзику надрали ему задницу. Они даже называют это крахом семьи Якудза. Ишира в ярости из-за этого дерьма и собирается выследить журналиста, написавшего эту статью. Но сейчас он винит Тая в том, что семья Якудза получила плохую репутацию, хотя большая часть вины лежит на Ишира. Но больше всего его бесит то, что Тай чуть не убил Нана, потому что он слабак. Если бы у Ишира был выбор, он бы предпочел, чтобы Суи разобрался с Таем. Но тут появляются Нано и Мисуми и быстро прекращают издевательства Ишира. Мисуми освобождает Тая от наручников, но когда Тай наконец может говорить, он говорит, что не винит Ишира за то, что тот злится, потому что он действительно опозорил семью Якудза. Мена пытается сказать ему, что Тай причина того, что он все еще жив. Но Тай так не считает, потому что думает, что он всего лишь задержал Суи на несколько секунд, потому что он слабак. Затем подходит Ишира и говорит ему, что он никогда не сделает ничего значимого, чтобы потрясти семью Якудза, но если он действительно хочет загладить свою вину, то ему нужно стать сильнее и отомстить Суи. В другом месте мы видим, как Суи сидит в поезде и просит этого парня подвинуться. Но парень не двигается, потому что у него длинные ноги и есть много свободного места. Но Суи воспринимает это на свой счет и срывает с парня одежду. Затем уходит, чтобы найти другое место, как будто это не имеет значения. А когда он устраивается, то наконец-то говорит о том, что его давно беспокоит, и спрашивает Тая, что, черт возьми, он делает в этой подозрительной маскировке. Тай понимает, что его раскрыли, и Суи спрашивает, не пришел ли он сюда, чтобы отомстить за их последний бой, но это не входит в планы Тая. Раньше Ишира говорил, что у каждого шпиона Хинодзику есть свои уникальные способности, поэтому, если Тай хочет победить их в шпионской битве, ему нужно собрать всю информацию об их способностях. Поэтому Тай говорит Суи, что собирается научиться всему, чего ему не хватает как шпиону, наблюдая за Суи. Это первый раз, когда Суи слышит, что кто-то собирается за ним шпионить. Но он не возражает и говорит, что Тай может делать все, что захочет. Но он не верит, что Тай сможет угнаться за ним и его молниеносными движениями. Тай изо всех сил старался не отставать от Суи и вспомнил, что Ишира рассказывал ему о технике передвижения Хинодзику. Это их секретный способ бесшумно передвигаться на сумасшедшей скорости, помогающий им в слежке, преследовании и бою. Суи – один из командиров отряда Хинодзику, мастер в этом деле. Так что Тай сосредоточился, чтобы его заметить. Но Тай не сдается. Он должен сделать все возможное, чтобы не потерять Суи из виду. Но, черт возьми, Суи начинает раздражать, когда Тай начинает за ним поспевать. Поэтому он достает свой меч и разрезает всю одежду Тая, из-за чего его забирает полиция.
Но Тай не сдается, поэтому на следующий день, когда Сью и Ога отправляются на задание, Тай следует за ними, и Суи снова злится и снова разрезает одежду Тая. Наступает третий день. Суи и Ога отдыхают на крыше здания, обедают, а Тай все еще идет за ними. Поэтому Суи достает свой меч и снова разрезает одежду Тая. Проходит целая неделя, и Суи и Ога снова отправляются на задание, а Тай продолжает следить за ними. Ога впечатлен тем, как Тай улучшил свои навыки за неделю, но Суи это не волнует, он снова собирается снять с Тая одежду, но на этот раз Тай уворачивается и спасает свои штаны. Суи начинает понимать, что, возможно, Тай действительно становится лучше. Но он все равно продолжает и снимает с Тая оставшуюся одежду. Позже в тот же день Нана заходит на кухню и видит, что Ишира готовит ужин. Нана спрашивает, не видел ли Ишира Тая, и Ишира отвечает, что нашел его лежащим у двери, вероятно, потому что он снова проиграл Суи. Но когда Нана спрашивает, не отнес ли Ишира Тая в его комнату, Ишира отвечает, что он использует тело Тая как чертов разделочный стол. Нана отталкивает Ишира и проверяет Тая, все ли с ним в порядке. Но Тай просто смеется и говорит, что Суи снова победил его. Нана не понимает, почему Тай так старается следовать за Суи, но Тай считает, что должен это делать, чтобы преодолеть свою слабость. Он думает, что лучше умереть, потому что никому не нужен такой слабый старший брат, как он. Нана так не считает, потому что Тай с самого начала делал то, чего никто не ожидал, поэтому, что бы кто ни говорил, Тай всегда будет крутым в глазах Нана. На 10-й день слежки Тая за Суи он весь день валялся на заднице, и Суи это впечатлило. Но Суи надоело играть с таблицей. На этот раз он готов прикончить его, поэтому готовится нанести удар. Но Тай на шаг впереди. Он хватает Сью за руку, хотя сам получает несколько порезов. После того, как Сью несколько раз ударила его ножом, Тай понимает, что хотя раны и покрывают все его тело, они всегда начинаются с центра. Он по-прежнему не видит, откуда исходит атака, и не может на нее среагировать, но, по крайней мере, теперь он может пережить нападение Сью. Он отбрасывает Сью в сторону, и теперь Сью понимает, почему Тай попал в семью Якудза. Сью больше не пытается избавиться от него. Она зовет Огу, чтобы тот помог Таю обработать раны. Ога выходит из укрытия и начинает лечить Тая, он не может поверить, что Таю удалось увернуться от меча Сью. Но Сью знает, что Тай не просто увернулся. Он просто запомнил движение Сью. Поэтому он знал, когда будет атака. Но даже это чертовски впечатляет. В конце концов, статья о том, как Тай получил по заднице, забывается. Но у Тая еще много проблем, потому что теперь по всему городу ходят статьи о том, что он был голым. Люди теперь считают его извращенцем. Позже проходит сумасшедшая вечеринка, которую устроили политики Баадзи, и шпионы Хинадзику должны были кое-что там сделать. Но они провалили задание. Шпионы извиняются перед боссом за то, что не справились. Но политики в последнее время были на взводе. Было очень сложно пробраться туда, потому что охрана была начеку. Босс даже не волновалась, потому что знала, что все так и будет. Но у нее был гениальный план, как обойти охрану, и Тай должен был в нем участвовать. На следующий день Тай гуляет с Мисуми в парке, и он чертовски рад, что может провести с ней время, потому что она попросила его помочь ей с каким-то делом. Но ему чертовски любопытно, зачем ей все эти вещи в рюкзаке. В конце концов, они встречают одного из старых друзей Мисуми. Это оказывается Суи. И Тай в шоке. Мисуми объясняет, что знает Суи, потому что они раньше работали вместе. Но даже несмотря на это, она все еще злится на него за то, что он чуть не убил Тая и Нана. Суи не ждет, что она его простит, да и сам он не сожалеет, потому что просто выполнял свою миссию. Затем он просит поторопиться, потому что его лидер уже ждет их прибытия. Через некоторое время они подъезжают к огромному офисному зданию, но это даже не главная база, потому что настоящая база Хинодзику находится в кафе рядом с ним. Они все заходят внутрь, и Суи подходит к стойке, чтобы сделать свой невероятно длинный заказ. Когда он заканчивает, он вводит код, и под ними открывается люк. У Тая снова шок. Но Суи говорит, что для секретной правительственной шпионской организации вполне естественно находиться под землей. Им нужно пройти еще несколько сотен метров, чтобы добраться до главного офиса. Суи предлагает Мисуми чай, пока она сидит у него на коленях, но Тай против, потому что она его жена. Но Суи говорит, что отпускать ее одну слишком рискованно. Так что пока он просто присматривает за ней. И Тай понимает, что он имеет в виду, потому что в их сторону летит целая куча стрел и лазерных лучей. Ловушки – часть системы безопасности и обучения шпионов Хинодзику. Так что тебе лучше быть начеку, иначе он будет в полном отрубе, прежде чем они успеют добраться до этого чертового пола. После нескольких секунд, когда они уворачивались от лазерных лучей, Суи и Тай наконец-то спустились на первый этаж. Но ловушки еще не закончились.
Вдруг откуда ни возьмись на Тае обрушивается огромный камень. Но когда ты думаешь, что его сейчас раздавит, из ниоткуда появляется босс Хинаджику и одним ударом уничтожает эту штуку. После этого она приветствует Тай и Мисуми. Но она сомневается, хватит ли у этого пушистого парня сил защитить Мисуми. Они все собираются навстречу, и мы видим, как босс угощает Мисуми вкусняшками, которые она привезла с собой, и она очень благодарна за это. Похоже, у босса и Мисуми крепкая связь. Мисуми объясняет, что Рин и Иширо были одноклассниками. Поэтому они время от времени устраивают чаепитие с семьей. Рин не может слышать имя Иширо, потому что этот сумасшедший одержимый брат портит вкус ее торта. Но она также знает, какой Мисуми очаровательный. Поэтому она хотела, чтобы Мисуми вышла замуж за того, кто сможет защитить ее от безумных выходок Иширо. Но Тай на это не тянет. Она слышала от Суи, что Тай был никудышным шпионом. Но Суи поправляет ее и говорит, что Тай был просто ужасен во всем, что связано со шпионажем. А это почти то же самое. Мисуми заступается за своего мужа и говорит, что у него такая же решимость, как у Иширо. Рин воспринимает это как неоспоримый факт. Но прежде чем они успевают продолжить разговор, врывается Иширо, словно чертов таран. Он потерял сигнал от GPS-трекера, который установил на Мисуми, и знает, что отключить его могут только шпионы Хинадзику. Поэтому он пришел сюда, чтобы разобраться с ней. Мисуми уже знает, что сейчас произойдет. Рин встает и говорит Иширо, чтобы он проваливал, потому что его присутствие портит воздух. Иширо отказывается позволить кому-либо общаться с мисс Юми, кроме него, поэтому он атакует ее своими проводами, но Рин не уступает ему. Она пробивает его провода и насмехается над ним за то, что он пытается одолеть ее таким слабым ударом. Иширо начинает действовать, и они бросаются друг на друга. Их драка разрушает базу за считанные секунды. Поэтому им приходится эвакуировать всех шпионов в целях безопасности. Черт, это именно то, чего Мисуми не хотела. Каждый раз, когда Иширо и Рин оказываются рядом, происходит что-то плохое, и они начинают драться. Суи пытается вмешаться и остановить их, но он слишком слаб, чтобы даже приблизиться. Мисуми встает между ними и говорит им прекратить, но они оба слишком увлечены дракой, чтобы остановиться. Мисуми сейчас в серьезной опасности. К счастью, Тай успевает пригнуться, чтобы Мисуми не сломала ему челюсть, но ему самому не так повезло, и он вырубается. Мисуми в ярости. Она угрожает, что больше никогда не будет разговаривать с Рин и Иширо, если они будут продолжать устраивать такие проблемы. От мысли о потере Мисуми Иширо теряет сознание, а Рин начинает молить о прощении. Но когда дело доходит до настоящего дерьма, Рин должна признать, что Тай намного жестче, чем она о нем думала. Чувак получил прямое попадание, и от нее, и от Иширо и выжил. Ее мнение о нем изменилось, так что она хочет поговорить с ним кое о чем, как только он проснется и к нему вернутся чувства. Она хочет, чтобы Тай работал под прикрытием и шпионил за каким-нибудь политиком. Этот чувак занимается всяким хорошим дерьмом, вроде бесплатного образования, пенсии и снижения потребительского налога. Люди искренне любят его, но Рин говорит, что многие его достижения основаны на кровопролитии. У него есть 3 самых опасных шпиона в мире – красный, синий и желтый, в качестве его правой руки. Они помогают ему с подкупами, заказными убийствами и всеми возможными незаконными уловками, чтобы завоевать общественное расположение. В преддверии следующих всеобщих выборов этот политик планирует что-то грандиозное. До сих пор он был достаточно ловок, чтобы скрывать все свои преступления как случайные совпадения. Но недавно они нашли одну из его маленьких бомб в несвязанном с этим деле. Несмотря на то, что она маленькая, это дерьмо все равно может убить кого-то вблизи. Там сотни таких бомб, и даже тот, кто их взорвал, ни хрена не знает об их предназначении. Единственная зацепка, которую они получили, это видеозапись, на которой покупатель в парике и солнцезащитных очках выглядит как точная копия политика, о котором идет речь. Но у них пока недостаточно улик, чтобы арестовать его. Поэтому им нужно, чтобы Тай подобрался поближе и собрал необходимые доказательства, прежде чем пострадают невинные люди. Тай спрашивает, почему они доверяют ему эту миссию. Итак, Рин объясняет, что Кирари родом из Японии, поэтому он знает о шпионской организации Хинодзику. Этот политик сейчас на взводе, поэтому Тай должен переодеться девушкой, чтобы внедриться в его окружение. Тай получает задание, но он в полном недоумении, почему ему нужно нарядиться девушкой. Рин показывает ему объявление о поиске брюнетки, и Тай должен выглядеть именно так. Но прежде чем они приступят к выполнению задания, Рин напоминает Таю, что от него зависит судьба сотен людей, поэтому ему лучше не облажаться. Таю удается получить эту чертову работу, и на следующем митинге Кирарири представляет его своим фанатам как Йока. Но Таю просто хочется поскорее уйти домой. Все идет наперекосяк, когда появляются люди, которые не согласны с политикой Кирарири. Они утверждают, что все, что он сделал, только увеличило разрыв между богатыми и бедными. Начинается протест, который перерастает в настоящий бунт. В хаосе кто-то собирается раздавить парня, но Кирарири бросается вперед и принимает удар на себя.
Он извиняется, если они подумали, что у него были какие-то скрытые мотивы. Но он говорит, что его намерения чисты. Даже если они против него, они все равно представляют голос народа. Поэтому Кирарири готов выслушать их жалобы. Внезапно протестующие перестают его ненавидеть, и все начинают аплодировать. Кирарири увозят на скорой помощи, и он говорит Таю, чтобы тот возвращался в офис без него, но оказывается, что он совсем не пострадал. Все это было частью его плана, чтобы публика еще больше полюбила его. И это сработало как по волшебству, даже его травмы оказались фальшивыми. Он начинает хвалить своих продажных шпионов и спрашивает, какой у него рейтинг одобрения, и, конечно же, он просто зашкаливает. Но пока он празднует, мы видим, что Т все это время прятался неподалеку. Теперь он точно знает, что Кира Юри – настоящий злодей, и он не позволит ему уйти от наказания. Но как бы Тай ни старался, найти доказательства их преступлений чертовски сложно. Когда Тай просматривает их документы, за его спиной появляются Кураюри и тройняшки. Они спрашивают, какого черта он там делает. Поэтому он придумывает какое-то оправдание, что пытается разобраться с дерьмом. На самом деле, все, что он мог сделать, это разобраться, потому что, как бы он ни искал, он не мог найти ни одной зацепки, связанной с их преступлениями. Они прямо на его глазах совершали преступления, а он не мог найти ни одной чертовой улики, даже несмотря на то, что все еще висела угроза взрыва. Тай в полном замешательстве. Он наблюдал за этими котами весь день. И не заметил, чтобы они смеялись или еще что-то делали, хотя они явно что-то замышляли. Все, что они делали, это танцевали. И черт возьми, они отстойно танцевали. Но подождите. Когда Тай присмотрелся, он понял, что это не просто дурацкие движения. Они использовали их как код, чтобы общаться друг с другом. Когда он разгадал этот код, он понял, что они говорят о том, что собираются уничтожить какую-то конкурирующую банду. На следующий день, когда в зале соберется много важных людей, он планирует взорвать бомбы, потому что не может провернуть свои обычные грязные трюки с этими дураками. Они все собрались в одном месте, и он собирается уничтожить их всех, заложив бомбы под сценой. Он не теряет времени даром. Он нажимает на кнопку, чтобы взорвать их. Но черт возьми, взрыв происходит в фонтане снаружи. Не там, где он планировал. Т рад, что никто не пострадал, потому что у него не было времени обезвредить бомбы. Он просто бросил их в фонтан, чтобы минимизировать ущерб. Он думает, что помешал планам Кираюри. Но этот хитрый ублюдок уже понял, что его помощник должно быть шпион. Никто не должен был знать о бомбах. Поэтому Кираюри направляет пистолет на Тая, давая ему понять, что у него есть запасные бомбы на случай, если что-то пойдет не так. Затем он стреляет Таю в голову и взрывает дополнительные бомбы. Они взрываются, как и должны были. Но каким-то образом все люди, которых хотел убить Кираюри, остались живы. Оказывается, Тай Дан покрыл их всех антишоковой пеной, прежде чем они успели пострадать. Это все, что сделал Тай. Чуваку удалось остаться в живых, потому что он заменил пули Кираюри на поддельные. Но его все равно превосходят числом 4-1. Поэтому Кираюри думает, что у него все получится, пока с ним его тройняшки. Но Тай не был один с самого начала. Суй проносится мимо всех, разрубая их оружие на куски. Как только становится ясно, что они вот-вот проиграют, тройняшки сбегают от Кираюри, прежде чем он успевает понять, что происходит. Этот чувак злится, потому что заплатил им кучу денег, чтобы они его защищали. Он все еще пытается сопротивляться, но как обычный подонок он не может тягаться с Суи. Теперь, когда все улажено, Хидзику приезжает на место преступления. Суи просит Тая отвезти Кираюри в штаб-квартиру Хидзику, чтобы передать его Рин. Таю все еще не нравится находиться рядом с Кирою, потому что этот чувак чертовски странный. Но потом этот придурок начинает говорить о том, как он впечатлен тем, что Тай справился с травмой, связанной с потерей семьи в той аварии, и доказал, что он часть семьи Якудза. Но это странно, потому что он все еще думает, что это был несчастный случай. Это привлекает внимание Тая. Кирою продолжает говорить, что он знает, как вся семья Тая разбилась на машине, упав с обрыва, и что Тай был единственным, кто выжил. Некоторые могут назвать это чудом. Но иногда чудеса — это всего лишь дело рук человека. Таю становится очень любопытно, поэтому он направляет пистолет на Кирою Юри и говорит ему, чтобы тот начал говорить. Он хочет услышать все, что Кирою Юри знает о том, что случилось с его семьей. Кирою Юри не боится пистолета, поэтому не отвечает на вопросы Тая. Но как человек, который много лет работает в разведке, он может прямо сказать Таю, что в этом запутанном мире есть много скрытых истин. В этот момент Таю звонит Суи, и это срочно. Заместителя премьер-министра похитили, и они транслируют все это в прямом эфире из какого-то сомнительного места. Они схватили его во время взрыва и подменили на двойника, чтобы никто не заметил. Похоже, он был главной целью с самого начала. Суи хочет, чтобы Кураюри рассказал, что ему известно. Оказывается, Кураюри уже в курсе похищения и даже собирался отправиться на место преступления. Парень вырывается из наручников, заставая Суи врасплох. Затем он неожиданно роняет одну из своих сережек, и прямо посреди дороги происходит мощный взрыв.
Нана в это время в доме смешивает какие-то химикаты, но что-то идет не так, и происходит взрыв. Мисуми вбегает в комнату, чтобы проверить, все ли в порядке, но волноваться не о чем, потому что Нана не пострадал, только у него рак 4-й стадии. Но он говорит, что это легко исправить, ничего страшного. Через несколько минут Нана удаляет опухоли и возвращается к смешиванию. Он говорит Мисуми, что в последнее время у него не ладится с экспериментами, потому что он очень переживает за Тая, который постоянно рискует жизнью. И поэтому он начал свой последний эксперимент. На случай, если Тай вернется весь израненный, как кусок мяса. У него есть лекарство, которое поможет его вылечить. Он спрашивает Мисуми, не волнуется ли она за Тая. И черт возьми, да. Она волнуется, потому что он ее мужчина. Но она знает, что если будет сидеть и переживать, то ничего не изменится. Поэтому все, что она может сделать, это приготовить потрясающий ужин, чтобы отпраздновать его возвращение. Возможно, она немного перестаралась с готовкой, но она знает, что Тай будет в восторге, когда войдет в дверь. Но теперь, когда она об этом подумала, в доме стало очень тихо. Она спрашивает Нана, чем занимаются остальные. Нана объясняет, что они тоже волнуются. Так что Кенга сейчас делает маску для Тая на случай, если его лицо пострадает во время миссии. Шин занят тем, что разоблачает всех хейтеров, которые оскорбляют Тая в интернете, и черт возьми, Шинзо все это время плачет навзрыд. А вот Ашира и Футаба даже пальцем не пошевелили. Футаба считает, что нет смысла беспокоиться о Тае, потому что он отлично подготовлен для такой миссии. А Ашира, он никогда не был близок с Таем, так что ему все равно. Тай выползает из-под обломков, держа водителя, и единственное, что его сейчас волнует, это то, что сказал ему Кираюри. Если его семья действительно погибла не случайно, то кто, черт возьми, за этим стоит? В этот момент ему звонит Суи и спрашивает, все ли с ним в порядке. Тай подтверждает, что он выбрался целым и невредимым вместе с водителем. Но Куро Юри удалось сбежать. Суи говорит, что это не проблема, потому что они знали, что так и будет. Он не сказал Таю раньше, но Куро Юри не просто сумасшедший политик. Это бывший шпион по имени Курагао. Раньше он был настоящей легендой. Официально он умер 6 лет назад, но, как выяснил Тао, он все еще жив и здоров, под новым именем Куро Юри. Они не позаботились о безопасности во время транспортировки, отправили только Тая. Так что Куро Юри мог сбежать, и они могли выяснить, что он задумал. И теперь, когда они знают, что он направляется туда, где держат в заложниках заместителя премьер-министра, они должны отследить его с помощью GPS-трекера, который они установили. Таю больше нечего делать. Суи говорит ему, что он может вернуться в штаб-квартиру, но то, что Кираюри рассказал ему раньше, не дает ему покоя. Поэтому он должен сделать выбор. В секретном месте Кираюри снимает повязку с глаз заместителя премьер-министра, который в полном замешательстве от происходящего. Кираюри говорит ему, чтобы он просто расслабился и посмотрел в камеру, потому что СМИ уже, наверное, сходят с ума. Депутаты разочарованы, потому что они всегда считали Кираюри странным политиком в костюме цыпленка. Но узнать, что он настоящий террорист, просто невыносимо. Он говорит Кираюри, что такой трюк не изменит политическую игру, но Кираюри плевать на политику. Депутаты в замешательстве. Наконец Кираюри решает снять оставшуюся часть маскировки и рассказать депутату, что произойдет дальше. Когда он снимает очки, глаза депутата расширяются, потому что он узнает Кирагу, но это невозможно, потому что депутат видел, как он умер много лет назад. Теперь, когда они представились друг другу, Кираюри садится и начинает говорить с публикой. Он больше не будет говорить как Кираюри, а как отец, потерявший своего ребенка. В поисках мести он устранил множество политиков за кулисами. Но поскольку депутаты знают всю историю, Кирагао считает, что будет правильно убить его прямо средь бела дня. Интервью вот-вот начнется, и Кирагао направляет пистолет на депутата, давая ему два варианта. Он может либо признаться в своих преступлениях на национальном телевидении и увидеть, как рушится его безупречный имидж, либо отказаться говорить правду и умереть. Депутат ухмыляется, потому что он, черт возьми, политик, и ни за что не проболтается, даже если ему придется получить пулю в голову. Курага это понимает. Он готовится выстрелить, но в последний момент связь обрывается. Тай, которому удалось выследить Курагао, стреляет в телефон, который использовался как камера. Он направляет пистолет на Курагао и приказывает отпустить депутата, но Курагао понимает, что Тай блефует, потому что если он выстрелит сейчас, то попадет и в депутата. Поэтому он знает, что Тай не нажмет на курок. Тогда Курагао стреляет и выбивает пистолет из рук Тая. Но в этот момент он вспоминает, чему его научила Футаба, и бросается вперед. Когда он оказывается рядом, то хватает Тая. Но Тай не дурак. Он знает, что Курагао знаком с техникой якудза и знает, как ей противостоять. Он также знает о специальных стальных и углеродных проводах, которые использует семья якудза, поэтому забирает провода Тая себе. Тай в замешательстве, не понимая, откуда Курагао знает секретные техники якудза.
Курага объясняет, что для шпиона вроде него естественно быть профессионалом в сборе информации. Но быть шпионом значит уметь только собирать информацию, и ничего больше. Настоящие шпионы знают, как использовать эту информацию в своих интересах. Тай спрашивает, зачем такому шпиону, как Курагао, становиться политиком, чтобы обманывать людей. Но, как он уже сказал, Курагао плевать на политику. Он прошел через все это только ради одного — отомстить. Благодаря своим навыкам сбора и использования информации, Кирагао был ценным шпионом в политических кругах. Однажды, сразу после завершения миссии, ему сказали залечь на дно и ждать дальнейших указаний, поэтому он отправился домой, чтобы поздравить свою дочь с днем рождения. Сначала дочь назвала его чудаком за то, что он пришел в костюме цыпленка. Но она просто шутила. Она знала, что он сделал это, чтобы ее порадовать. Кирагао часто уезжал в командировки, поэтому она была рада, что он нашел время, чтобы прийти на ее праздник. Она была очень рада провести день со своим отцом, но она предупредила его, чтобы он не присылал подарок заранее, потому что это испортит сюрприз. Проблема в том, что Кирагао никогда не присылал подарков, и это его сильно задело. Он подумал, что это бомба, но было уже слишком поздно, и прогремел взрыв. Кирагао удалось выжить, а вот его дочери повезло меньше. Организация, на которой он работал, забыла, что они хотели от него, и попыталась стереть его с лица земли. Кирагао убивал направо и налево. Он не считал себя святым, но когда они похитили его дочь, он поклялся, что заставит каждого, кто причастен к этому, заплатить. Поэтому он инсценировал свою смерть и стал Кира Юри. Он хотел подобраться поближе к другим политикам, которых собирался уничтожить. И теперь остался только заместитель Ширасаги. Но его время на исходе. Тай пытается помешать Кирагао нажать на курок, но тройняшки отталкивают его, потому что они никогда по-настоящему не поворачивались к нему спиной. В этот момент Кирагао понимает, что у Тая нет шансов против них четверых. Поэтому он говорит Таю, чтобы тот отошел и дал ему отомстить. Тай знает, каково это, когда у тебя отбирают семью, поэтому Кирагао не хочет причинять ему боль. Если Тай согласится отойти в сторону, Кирагао расскажет ему все, что случилось с его семьей. Тай понимает, откуда у Кирагао такая злость, потому что он тоже чувствовал эту боль. И если есть какая-то тайна об аварии, в которой погибла его семья, Тай тоже хочет знать. Но самое главное, он не может позволить никому умереть, поэтому не может позволить Кирагао нажать на курок. В этот момент появляется Суи и одним взмахом меча прорубает пол, из-за чего он и тройняшки падают вниз. Падая, он говорит Таю, что разберется с тройняшками внизу. Поэтому он хочет, чтобы Тай позаботился о Кирагао и убедился, что Ширасаги выживет. Тай соглашается и готовится к бою с Кирагао, занося меч для удара. Но Кирагао ловит его руку, прежде чем он успевает нанести удар, и сразу понимает, что меч был сделан Шинзо из-за его уникальной конструкции. Он сделан специально для того, чтобы в него можно было загрузить яд, поэтому он проверяет его, ударив Тая. Судя по реакции Тая, яд — это мышечный релаксант, приготовленный нано. Тай обездвижен. Поэтому Кирагао наносит ему сильный удар, от которого тот отлетает в сторону. Кирагао лежит на земле, истекая кровью, и говорит, что он такой наивный, раз не хочет, чтобы кто-то умирал. Но что бы он ни делал, кто-то всегда будет умирать, как дочь Кирагао или семья Тая. Тем временем внизу, на первом этаже, Суи сражается с тройняшками. Они видят, что он мастерски владеет мечом, но все равно сомневаются, что он справится со всеми сразу. Красный специализируется на поджогах и запугивании, синий может разрезать все, что угодно с помощью мощных водяных пушек, а желтый может поджарить мозги электричеством и взломать компьютерные данные. Когда эти трое объединяются, их невозможно остановить. Суи называет их высокомерными и говорит, что они раскрыли все свои приемы еще до начала боя. Но раз они раскрыли свои приемы, он считает, что будет честно, если он раскроет свои. Поэтому он говорит им, что основа техники хинидзику — это ходьба по цветам. Это все о легкости и бесшумности, о сопротивлении и поглощении. Это позволяет двигаться быстро и незаметно. Это базовая техника, которую может освоить каждый. Но ее можно применить и к фехтованию. Он уверен, что справится со всеми тремя сразу. Тройняшки готовятся и объединяют свои приемы в одну мощную атаку, направленную прямо на Суи. Когда огромный шар летит в него, Суи готовится отразить удар мечом и делает идеальный выпад, уничтожая всех троих сразу. Сделав свое дело, он хочет как можно скорее вернуться к Таю, потому что знает, что Тай долго не продержится против Кирагао. Но тут он чувствует, что за его спиной кто-то стоит, и это ужасно пугает. Он оборачивается и замахивается мечом, но там никого нет. Теперь он задается вопросом, что, черт возьми, произошло. Тай возвращается к Кирагао и спрашивает, знакомо ли ему это чувство отчаяния, которое приходит, когда теряешь семью. Тай слишком хорошо знает эту боль,
Но он также знает, что, несмотря на все страдания, у него был человек, на которого он мог положиться. Теперь у него новая семья, и он готов двигаться дальше. Он бросается на Кирагао и мысленно. Кирагао думает, что усилия Тая бесполезны, потому что он уже изучил все техники якудза, которые Тай мог использовать. Но он не готов к тому, что произойдет дальше. Когда Тай бежит на него, он применяет технику ходьбы Хинадзику. И благодаря этому дерьму он просто исчезает из поля зрения Кирагао и появляется прямо у него за спиной. Перед началом миссии Иши рассказал Таю, что профессионал подготовился бы к встрече с ним, поэтому ни одна из техник, которым Тай научился, не сработала бы. Но иногда излишняя осведомленность мешает адаптироваться, поэтому даже если это не идеальная копия, техника ходьбы сбивает Кирагао с толку. Хотя он знает каждое движение Тая и то, как он их сделает, у него больше нет времени на контрмеры, и это приводит к его поражению. Кирагао признает, что Тай победил его честно и справедливо, и он не жалеет об этом. Потому что всегда знал, что для него все закончится именно так. Он давно отказался от всего, кроме мести. Но Тай решил продолжать бороться, несмотря на трудности. Из уважения к его стойкости Курагао передал ему записку с информацией о человеке, убившем семью Тая. Но сразу после этого Курагао застрелили в горло. Он умер, и Тай не мог поверить в то, что произошло. Но когда вернулся Суи, он сказал, что Курагао, должно быть, убили, чтобы он не рассказал какую-то большую тайну. Тай очень сожалеет, что не смог спасти всех. В записке Курагао было сказано, что он похоронил свою дочь под деревом. Он знал, что у него не будет возможности сделать это самому. Поэтому Тай попросил Тая положить цветы на ее могилу. В дупле дерева он нашел коробку с подсказкой, которую искал. В конце концов, Тай возвращается домой, где его тепло встречают родные. И хотя все пошло не так, как он хотел, он может хотя бы улыбнуться, зная, что у него такие замечательные люди вокруг. Через пару дней Рин вызывает Тая и Мисуми в свой офис, и они все вместе отдыхают, пока Рин хвалит Тая за то, что он справился с заданием. Она говорит, что сегодня они празднуют, приготовив рамен. Они все собираются за столом, и Рин накладывает Таю в тарелку невероятное количество риса, говоря, что она все приготовит для рамена. Тай спрашивает Суи, что она имеет в виду, и Суи отвечает, что каждый раз, когда Рин готовит рамен, она сама ловит и разделывает всех животных, а потом приносит их сюда, чтобы все могли поесть. Она подходит к огромной куче мертвых монстров, которые больше нее, и думает, какое мясо взять первым. Сьюи подходит и предлагает нарезать его, и Рин соглашается. Он подходит, спокойно достает свой меч и одним движением расчленяет всех животных, чтобы они идеально подошли для рагу. По всей комнате разносится невероятный запах. Тай берет миску и начинает накладывать в нее суп, мясо и овощи, а потом отдает ее Мисуми, как настоящий джентльмен. Мисуми в восторге и благодарит его от всего сердца, но не успевает она сделать и глоток, как Иширо сует ей в рот целую горсть овощей, отчего бедняжка давится и падает на пол. А Иширо говорит, чтобы она больше никогда не пыталась сама готовить для своей сестры, это его обязанность. Он быстро берет свою миску и говорит Мисуми, что положил туда только ее любимые продукты. Но Рин ставит этого любящего сестру-придурка на место, засовывая его голову прямо в миску и говоря, чтобы он отвалил и перестал вести себя как ревнивый придурок. Иширо злится, и начинается битва едой. Они как сумасшедшие кидаются друг в друга едой, а остальные пытаются убраться с дороги. Ога умирает с голоду и не может смотреть, как пропадает еда. Он пытается взять миску, пока все не разлетелось, но получает рыбной котлетой по лицу и падает на руки Тая. Пока все это происходит, Суи сохраняет спокойствие, уворачиваясь от летящих овощей и хватая куски мяса, как настоящий босс. Он говорит Таю, что уворачиваться от того, что в них не летит, очень легко. Он берет пару мисок и, используя свою особую технику ходьбы, наполняет их едой, а потом отдает Мисуми. Она дает одну миску Таю, который в шоке, а другую оставляет себе. Суи предупреждает Тая, что техника ходьбы может навредить их костям и даже привести к их повреждению. Не успевает Тай отреагировать, как ему в лицо прилетает горячий кусок мяса, и он начинает кричать. Тем временем Суи спокойно выбирает, что ему хочется съесть, и хватает это прямо из воздуха. Через некоторое время они все наедаются и набивают животы. Ога и Рин падают на пол, а Суи принимается за уборку. Тай сидит за полкой и смотрит на маленький кубик, гадая, сможет ли он узнать правду о смерти своей семьи, как утверждал Курагао. Внезапно Мисуми удивляет его и садится рядом, спрашивая, есть ли в кубике информация о его семье, и он отвечает, что есть. Тогда она спрашивает, почему он так напряжен,
И он говорит, что хотя он сразу же бросился защищать премьер-министра от Курагао, был момент, когда он подумал, что если бы он нашел человека, убившего его семью, то, возможно, захотел бы сделать то же самое и посвятить этому свою жизнь. Это сделало бы его таким же, как Курагао. Так по какому праву он его осуждает? Он боится, что если раскроет этот секрет, это изменит его самого. Но, не говоря ни слова, Мисуми целует его в щеку, застав его врасплох. Он удивленно смотрит на нее и спрашивает, зачем она это сделала, а она улыбается и говорит, что просто хотела его немного успокоить. Затем они замечают, что куб открылся, и из него выпадает шарик. Тай берет шарик, не понимая, что это такое. Тут появляется Ишира и заявляет, что это какое-то специальное устройство с оптической информацией. Но Тай замечает, что Ишира видел, как Мисуми его поцеловала, и у него из глаз хлещет кровь, как из фонтана. Чувак сейчас превратит Тая в пар. Но, слава звездам, появляется Рен, хватает его сзади и говорит Таю, чтобы тот убирался. Позже в тот же день Тай и Мисуми возвращаются домой. И Тай чувствует себя смертельно уставшим, его тело будто налилось свинцом. Вдруг он понимает, что кто-то буквально сидит у него на голове, и это никто иной, как убийца Аяка. Она стоит в своем наряде горничной, и Тай спрашивает, что она здесь делает. Аяка говорит, что Мисуми попросила ее прийти. И Мисуми не против. Она говорит, что будет здесь жить и работать горничной, занимаясь повседневными делами. Аяка начинает крутиться вокруг Тая, заявляя, что знает все, что произошло, и даже знает про оптический диск, который он нашел. Тай спрашивает, откуда она это знает. Но она говорит, что она шпионка и знает все, и достает диск из его кармана. Тай пытается забрать его обратно. Но тут входит Чен, сонная, и забирает у Аяки мраморный шар. Она осматривает его и говорит, что он не только древний, но и немного поврежденный. Она говорит Таю, что потребуется время, чтобы извлечь из него данные. Тем временем Мисуми зовет Аяку, чтобы научить ее заваривать чай. Тай спрашивает, хорошая ли эта идея держать в доме настоящего убийцу-шпиона. Но Аяка говорит, что это нормально, потому что награда Тая взлетела до небес после его последней миссии, и он стал чертовски знаменит в преступном мире. Это значит, что на него будут охотиться, и ему нужно быть начеку. Поэтому, чтобы он не расслаблялся, Аяка будет пытаться убить его каждый день, а он будет уклоняться от ее атак. Она начинает кидать в него вилки направо и налево. Тай размышляет о том, какую жизнь ему предстоит вести с этого момента. Позже, вечером, он так чертовски устал от тренировки, что даже не может пошевелиться. Парень просто падает на стол, и Мисуми предлагает ему заварить чай. Он благодарит за предложение, но говорит, что сначала ему нужно принять душ. Он идет в ванную, чтобы освежиться, но тут из ниоткуда появляется Аяка, пугает его и начинает фотографировать, говоря, что шпионы должны быть начеку, даже когда они уязвимы. Она продолжает щелкать, а потом берет бутылку и брызгает какой-то кислотой, которая прожигает стены. Тай уворачивается и пытается выбраться оттуда, как вдруг срабатывает система защиты дома и поджаривает Аяку в ванной. Никто этого не ожидал. Она просит Тая отойти, потому что это тоже его шокирует. Тай пытается придумать, как спасти ее, а потом пробивает стену и находит главный источник питания. Недолго думая, он прыгает в ванну, хватает Аяку и другой рукой хватает источник питания. Аяка просит его оставить ее пчелу, но он продолжает пытаться, ему удается замкнуть источник питания, и происходит взрыв. Когда все заканчивается, он стоит на земле рядом с Аякой. К сожалению, заходит Ишира и застает его в такой дикой ситуации. Парень хватает какое-то древнее орудие пыток, потому что, по его словам, ни один мужчина не должен смотреть на другую женщину, если он женат на Мисуми. И убегает, пока Ишира и Аяка гонятся за ним по всему дому голышом. Проходит пара дней, и Тай возвращается к своим обычным заданиям. Однажды он забывает свой телефон, но когда Мисуми пытается отдать его ему, она видит, что ему звонит какой-то человек по имени Каеру. Парень вырывает телефон у нее из рук, говоря, что это не важно, и просто сбрасывает звонок, прежде чем выйти на улицу. Мисуми не понимает, что происходит, а потом сзади появляется Аяка и пугает ее до чертиков. Аяка плачет и утверждает, что это признаки измены. Тай уходит рано, возвращается поздно, иногда отключает геолокацию, чтобы никто не мог отследить его. Получает звонки от неизвестных и просто избегает ее, когда она пытается пойти за ним. Она уверена, что он изменяет, но Мисуми верит ему и просит Аяку не беспокоиться об этом. На следующий день Мисуми выводит Голиафа на прогулку с Тай и говорит, что очень рада провести с ним время, потому что он был очень занят в последнее время. Тай улыбается и спрашивает, какой породы Голиаф. Мисуми отвечает, что это необычная собака. Голиаф был сторожевым псом в семье якудза на протяжении веков, а раньше он был сторожевой собакой прапрабабушки Мисуми.
Она говорит, что он смесь мистического волка и обычной собаки, поэтому он может менять облик. В этот момент Голиаф прямо на глазах у Тая превращается в волка и становится больше. Мисуми садится ему на спину и говорит, что он очень сильный, и спрашивает, не хочет ли Тай тоже прокатиться. Но Голиаф не соглашается и отгоняет Тая хвостом, поэтому Мисуми решает, что он будет держать поводок. Как только он берет поводок, Голиаф начинает двигаться как ракета, бежит с безумной скоростью и даже переплывает реку. К тому времени, как они заканчивают прогулку, Тай лежит на земле в парке. Вдруг к ним подбегают дети, чтобы посмотреть на Голиафа. Мисуми подходит к ним, чтобы поговорить. Но Голиаф вдруг чувствует что-то неладное, и происходит взрыв. К счастью, Мисуми спасает детей, а Голиаф прикрывает ее. Но потом они понимают, что Тай тоже пытался их спасти и принял на себя весь удар. Это злит Мисуми. Она говорит Голиафу выследить преступника. Голиаф приступает к делу, находит детонатор и прокладывает маршрут через город, чтобы выяснить, откуда он взялся. Оказывается, это какой-то неудачник, который из подвала своей матери пытается убить Мисуми. Парень сидит за компьютером и не может поверить, что она все еще жива. Но тут Голиаф врывается в дверь, заходит в комнату и убивает его. Позже Тай получает звонок и прячет телефон, делая вид, что ничего не произошло. Юми не задает вопросов и говорит Голиафу, чтобы тот отвез их обратно. Но, к их удивлению, на этот раз Голиаф разрешает Таю ехать на спине, когда они возвращаются домой. Когда они приезжают, Аяка нападает на Тая, обвиняя его в измене, а Ишира присоединяется к ней, чтобы побить его. Но прежде чем они успевают что-то сделать, входят двое мужчин и представляются правительственными агентами. Они говорят, что произошло недоразумение. Оказывается, старика зовут Каору. Каору достает особые темные чайные листья, которые Тай пытался достать. Он объясняет, что Тай просто хотел раздобыть любимые чайные листья Ишира, которые очень сложно найти. Тай выполнял разные задания, чтобы достать ингредиенты, но хотел сохранить это в тайне. Ишира не может поверить, что Тай, с которым он постоянно ссорился, сделал для него такое. Он чуть не задохнулся от стыда. Позже вечером они все вместе пьют потрясающий чай и обсуждают планы на будущее семьи Якудза. Через несколько дней Футаба проводит с Таем тренировку на реакцию. Она достает чертов пулемет и стреляет в него бейсбольными мячами, а бедный парень едва успевает уворачиваться, пытаясь убежать. После этой изнурительной тренировки он наконец возвращается домой. Когда он приходит туда, то видит, что Мисуми рассматривает старую книгу с фотографиями. На фотографиях все выглядят очень молодо, и Мисуми с гордостью показывает их Футабе и Таю. Тай спрашивает, по какому случаю была сделана эта фотография, и Мисуми отвечает, что это был праздник по случаю сдачи Ноно экзамена на лицензию шпиона. Футаба подтверждает это, говоря, что это их семейная традиция делать семейное фото, когда кто-то получает лицензию. Теперь Таю стало интересно, что это за лицензия шпиона, и девочки смотрят на него так, будто он сошел с ума. Футаба делает глоток чая и объясняет ему, что лицензия шпиона — это что-то вроде членского билета в ассоциации шпионов. Эта ассоциация была создана еще в 20 веке группой шпионов, которые помогали друг другу. Каждый год они проводят экзамены, и те, кто их сдает, получают лицензию шпиона. Футаба показывает свою золотую лицензию, самый высокий ранг, который можно получить. Она говорит Таю, что получив эту лицензию, ты можешь получать информацию и рекомендации по работе от ассоциации, а также другие привилегии. Все начинают с бронзового ранга. Но сдав экзамены на повышение, ты можешь повысить свой уровень. Чем выше твой уровень, тем сложнее становится задание. Но и награды становятся лучше. Таю думает, что тоже хочет сдать экзамен на лицензию, и Футаба говорит, что ему стоит попробовать. В этот момент появляется Ишира и слышит их разговор. Он говорит Таю, что это здорово, что он хочет присоединиться к экзамену. Но он также напоминает ему, что все в семье сдали его с первого раза. Он предупреждает Тая, что если он не сдаст этот экзамен с первого раза, то все будет очень плохо. Поэтому он начинает преследовать его, оказывая давление. Но потом они слышат, как Аяка кричит во все горло, и застают ее плачущей и извиняющейся перед Шином в ее комнате. Все спрашивают, что случилось. Шин говорит, что ничего страшного не произошло. Аяка возилась с какими-то проводами, когда работала над программой, и это вызвало сбой. Внезапно перед ней включается огромный экран, и начинается жуткая сцена из какого-то фильма. Тай пугается до чертиков, когда видит, что на экране появляется эта сцена. Он не понимает, какой сбой мог привести к такому дерьму. Но секундой позже Мисуми и Шен понимают, что происходит. Футаба напугана до смерти. Дан застыла как статуя, а ее братья и сестра вздохнули и помогли ей. Она вся дрожит и кутается в одеяло, а Мисуми говорит, что она очень боится призраков, потому что ее силы на них не действуют. Чин начинает рассказывать, как однажды Футаба разгромила дом с привидениями. Мисуми гладит сестру по голове и говорит, что она придет в себя после отдыха, так что им нужно присматривать за ней, пока она не успокоится.
Но, черт возьми, это легче сказать, чем сделать. Потому что Футаба боится каждого шороха, забирается на голову Мисуми, когда ветер стучит в окна. Шин пользуется случаем и говорит, что в последнее время в доме творится какая-то чертовщина с привидениями, потому что Голиаф ведет себя странно, и это еще больше пугает Футабу. Мисуми приходится вмешаться, пока Футаба не вырвала себе все волосы. После этого Футаба превращается в прилипчивую девчонку, которая все время цепляется за Мисуми и нуждается в своих братьях и сестре. Она даже попросила Шин пойти с ней в чертову ванную. Они собирались посмотреть какую-то ужасную программу по телевизору, но Шинзо не выдержал и выключил ее. Кенга пытался разыграть Футабу, но все быстро его заткнули. Весь день Мисуми заботилась о Футабе, а потом легла с ней в постель и попросила Тая подежурить, чтобы они могли спокойно поспать. Футаба все еще дрожала, поэтому Мисуми решила почитать ей любимую сказку на ночь. Это современная интерпретация известной японской народной сказки. Начинается она с жестокой войны между вооруженными демонами и людьми, которой не видно конца. Однажды пожилая женщина находит в реке младенца и забирает его. Как только Мисуми доходит до этого момента, она засыпает, и Таю приходится читать дальше. Он читает историю о том, как мальчик вырос и стал последней надеждой человечества, а в конце убил своего лучшего друга-демона в финальной битве. Таю морщится от этой истории. Но тут Футаба начинает хлопать в ладоши. Она уже пришла в себя и извинилась перед Тоем за то, что показала ему свою слабость. Таю пытается сказать Футабе, что все в порядке, но она начинает говорить о том, как ее мама читала ей эту историю в детстве. Она была бесстрашна и все такое. Но после смерти мамы она стала бояться, что все, что ей дорого, может быть отнято у нее, как бы она ни старалась. Футаба говорит, что чувствует себя неудачницей, потому что она старшая дочь в семье якудза, но вместо того, чтобы защищать своих братьев и сестер, она сама нуждается в заботе. Она рассказывает о своих страхах, а потом благодарит Тая за то, что выслушал ее, и он говорит ей, что знает, как страшно терять близких. Но страх потерять их заставляет его становиться сильнее, чтобы он мог их защитить. Футаба только посмеивается над ним и говорит, чтобы он шел в свою комнату, потому что уже чертовски поздно. Она снова благодарит его и желает удачи на экзамене. Тай уходит, а Футаба нежно гладит Мисуми и укрывает ее одеялом. Затем действие переносится на день экзамена на получение лицензии шпиона. Таю и другим участникам пришлось начать с бега с тяжелыми гирями на ногах. Мисуми наблюдает за всем из зоны ожидания, подбадривает Тая, и новичок всех удивляет, заняв первое место в забеге. Все впечатлены новичком из семьи якудза. Но некоторые ребята очень недовольны. Позже Тай ест рисовые шарики, приготовленные Мисуми, которая говорит ему хорошенько отдохнуть перед следующим испытанием. Тот парень с ирокезов, которого он победил в прошлой гонке, наблюдает за ними из угла. Он собирается напасть на Тая, чтобы забрать его награду, но не успевает, потому что сильный порыв ветра сдувает его жалкую задницу. И другой участник говорит ему, что драться между собой запрещено. Хаши ругается на этого чувака по имени Тай, но потом замечает, что его нож сломался, и убегает. «Спасибо, Тай, что спас меня», — говорит Хоши, а тот отвечает, что это пустяки, он просто защищал то, что любит. Хаши смахивает с лица рисовое зернышко и говорит Таю какую-то гадость. Тай не теряется и приставляет пистолет к его голове, говоря Мисуми, чтобы она остерегалась этого извращенца. Хаши говорит Таю, что ему не нужен пистолет, потому что он уже прострелил ему сердце, и это еще больше пугает Тая. Но погодите-ка, Мисуми, кажется, узнала Хаши. Она в ярости и говорит этому вездесущему ловеласу, чтобы он отстал от ее парня, но Хаши говорит, что он не против быть запасным вариантом. Что за черт? Этот чувак хватает Тая за лицо и начинает делать снимки крупным планом, а еще он сделал крошечную куклу Тая из его одежды и волос, которые остались после миссий. Тай уже на взводе, но тут объявляют следующий этап. Хаши хватает его за руку и уводит. На следующем этапе им нужно освободиться от цепей под водой, и Тай дышит, как будто это пустяк. Хаши оказывается рядом с ним в следующем бассейне и говорит, что Тай выглядит потрясающе мокрым. Потом они играют в прятки, и за ними гонятся огромные палачи. Хаши удается найти Тая и крепко обнять его. Это пугает Тая, и из-за этого он привлекает внимание палачей. Следующее испытание — обезвредить бомбу, и Тай справляется с этим, но Хаши все еще крутится рядом, как назойливый комар. Затем письменный экзамен, и если ты облажаешься, тебя поднимут и прибьют к чертовому потолку. Тай пытается решить тест, и Хаши решает показать ему свой листок с ответами, где он решил все задания. К счастью для Тая, это был последний тест, и экзамен на получение лицензии шпиона заканчивается прямо здесь. Все участники в зале, и им говорят, что пора получать свои лицензии.
Но подождите, у них есть последнее испытание, прежде чем они получат свои лицензии. Все вокруг рушится, и все несутся со всех ног. Остальные падают направо и налево. Тай и Хаши уворачиваются от всех ловушек, как настоящие ниндзя. Этот ублюдок с ирокезов тоже появляется и видит, что это отличный шанс ударить Тая по лицу и сбить его с ног. Земля под ним рушится, готовая обвалиться в любой момент. Но Хаши приходит на помощь. Он прямо за Таем, размахивает веером и спасает его, а сам падает в бассейн со всеми обломками. Но Тай не собирается так просто сдаваться. Он держится за руку Хоши, хотя весь чертов коридор все еще рушится вокруг них. Хаши, тронутый решимостью Тая, использует свой веер, чтобы создать порыв ветра, который поднимает их обоих. Они приземляются на твердую землю, и Хаши держит Тая в своих объятиях, говоря, что он прошел испытание. Тай в замешательстве. Итак, Хаши представляется как шпион серебряного ранга и объясняет, что, хотя все тесты были направлены на проверку навыков участников, за каждым из них наблюдал наблюдатель, который оценивал их характер. Мы видим, как этот маленький старичок забирает лицензию у Махавка и говорит, что тот провалил экзамен. Хаши подходит к платформе и забирает лицензию Тая. Он говорит, что Тай обладает характером, достойным уважения и доверия. Вот почему он прошел тест. Тай очень рад получить свою лицензию. Он думает, что Хаши, наверное, пошутил, когда сказал, что влюблен в него. Но Хаши отрицает это, говоря, что он действительно влюблен в Тая. Но Тай предпочел бы прыгнуть в бассейн. Позже, в тот же день, они устраивают большую вечеринку в честь получения Таем лицензии шпиона. И тут ни с того ни с сего с крыши падает Ишира, делая вид, что все в порядке, и объясняет, что он сделал потайные ходы в стенах, чтобы шпионить за Мисуми. Но, черт возьми, стены стали слишком тонкими, и он упал. Футаба понимает это и забирается на Ишира, заставляя его выронить все из карманов. Она понимает, что пока он шпионил за Мисуми, он также пугал ее через потайные ходы. Ишира пытается объяснить, но Футаба не слушает и просто ломает ему кости. После этой драмы они делают семейное фото, чтобы отпраздновать получение Таем лицензии шпиона и помещают его в семейный альбом. Некоторое время спустя Сейдзи узнает, что старик, которого он посадил в тюрьму, сбежал. Он в ярости, потому что не ожидал этого и не думал, что старик сможет выбраться. Теперь этот старик может быть где угодно в этом чертовом мире. Но на самом деле старик прячется в сумке Тая. Старик вылезает из сумки. Каким-то образом ему удалось туда втиснуться, и он извиняется за то, что пробрался в сумку Тая. Но он объясняет, что система распознавания лиц в доме больше не работает, потому что его давно здесь не было. В любом случае, он представляется новым дедушкой Тая. Но Тай не слушает его и направляет на старика пистолет. После нескольких выстрелов Мисуми вмешивается и проясняет ситуацию. Тай извиняется за то, что так отреагировал. Но Мисуми не винит его, потому что любой бы испугался, если бы из его сумки вылез незнакомый старик. Она снова представляет Тая и говорит, что старик ее дедушка Бан. Аяка подходит и протягивает Бану полотенце, чтобы он освежился. Первое, что делает Бан, когда видит Аяку, это начинает делать ей комплименты, говорить, как она прекрасна, и пытается пригласить ее на свидание. А учитывая, что Аяке всего 16, неудивительно, что его посадили в тюрьму. Бен берет себя в руки и подходит к Таю, чтобы похвалить его за быструю реакцию с пистолетом. Таким образом, он получает подтверждение, что Тай муж Мисуми, и рад, что приехал. Затем он предлагает Таю большую сумму денег в качестве свадебного подарка. Мисуми спрашивает, правда ли, что Бан проделал весь этот путь только для того, чтобы поздравить их со свадьбой. Бен говорит, что да, черт возьми. Потому что какой дедушка не захочет увидеть, как его внук женится. Вообще-то он хотел прийти раньше, но кое-что его задержало. Но теперь, когда он здесь, он хочет устроить грандиозное приключение для внука. Он хватает Тая и направляется к двери. Но прежде чем они успевают выйти, Айшира хватает Бена за руку. Черт. Бен в шоке от того, что Айшира здесь. Потому что этот чувак должен был быть за границей на какой-то секретной миссии или что-то в этом роде, но ему позвонили из полиции, чтобы он помог поймать сбежавшего хана, Бена Якудзу. И теперь он вернулся. Ван начинает возмущаться, что Акира раздувает из мухи слона. Он объясняет, что его просто посадили в тюрьму строгого режима в рамках секретной миссии, и он просто хочет немного повеселиться перед возвращением, но Айшира не согласен. Он знает, что Бен может выболтать все государственные секреты, даже не задумываясь, просто чтобы произвести впечатление на женщин. Поэтому во имя национальной безопасности Айшира запрещает Бену покидать дом. Он объясняет, что было здорово снова увидеться, но твой отпуск закончился. Возвращайся в тюрьму по-тихому, иначе все станет по-настоящему плохо. Бену это кажется забавным, потому что он думает, что его невозможно остановить.
Бен находит забавным, что Айшира думает, будто может помешать ему уйти, когда он самый старший и опытный из всех членов семьи Якудза. Он предлагает Айшира попробовать остановить его, а затем бац, ускользает, как хитрый ниндзя, бросает дымовую шашку, чтобы устроить хаос, и исчезает в воздухе. Когда дым рассеется, Бен уже давно уйдет, и он забрал с собой Тая. Ишира звонит Сейджи и говорит, что Бену удалось от него сбежать. Но он забрал с собой Тая, поэтому он найдет их местоположение и отправит Сейджи. Тем временем Голиаф появляется у Мисуми с какой-то старой фотографией. И там происходит что-то очень странное. После этой безумной ночи Ишира звонит Таю и рассказывает ему правду о Бене. Оказывается, этот парень — легендарный шпион с невероятными навыками. Он может вывихнуть себе суставы, как будто это ничего не стоит, и сбежать из любой тюрьмы. У него есть куча секретов, которые он хранил все эти годы в игре. Так что целая армия людей хочет заполучить их. Если Таю придется немного с ним побороться, чтобы остановить его, это нормально, но ему лучше убедиться, что он поймает Бена, пока все не стало совсем плохо. Тай готов остановить Бена, поэтому Ишира спрашивает, чем сейчас занят Бен. Оказывается, он флиртует с кучей девушек и рассказывает им государственные секреты, чтобы произвести впечатление. Ничего особенного. Тай пытается заткнуть его, закрыв ему рот, но Бен ускользает у него из рук и уходит. Тогда Бен говорит Таю, что он слишком молод, чтобы поймать такого опытного профессионала, как он. Но Тай понимает, что он на шаг впереди, потому что уже привязал Бена к стулу. Теперь Бен точно в ловушке, или по крайней мере был бы, если бы не был совершенно спокоен, сидя в одних трусах. Он говорит Таю, что ему нужно многому научиться, если он хочет хоть пальцем его тронуть, но он может пробовать столько, сколько захочет. После нескольких неудачных попыток Тай наконец сдается и понимает, что ему не победить. Но он все еще не может понять, зачем Бану понадобилось сбегать из тюрьмы, если это была просто секретная миссия. Он мог бы подождать, пока миссия закончится. Но оказывается, что сегодня у Бана особенный день. Хотя Тай не понимает, почему это так важно для Бана. Тут подходит бармен и узнает Бана, с которым они встречались пару лет назад. Он предлагает ему выпить его любимый алкоголь. Бан в восторге, потому что это был любимый напиток его жены. Он предлагает Таю выпить, но тот отказывается, потому что он еще слишком молод, чтобы пить. Бан начинает ныть, что Тай слишком строг с правилами, и что так он никогда не дождется от него правнуков. Тай в шоке выплевывает свой напиток, но Бан серьезно хочет внуков, поэтому говорит, что расскажет Таю, как он встречался с его женой. Тай не хочет это слушать, но Бан все равно продолжает. Он начинает с того, что рассказывает, какой красивой и веселой была его жена. До того, как он встретил ее, Бану было все равно на все. Ни на мир, ни даже на себя. Но все изменилось, когда он встретил ее. Она была первым человеком, о котором Бан действительно заботился, и она хотела, чтобы он заботился о себе так же, как и о ней. Бан говорит, что она была удивительной женщиной, слишком хорошей для такого парня, как он. Тай понимает, что Бену хочется поделиться своей историей, потому что он тоже женился на девушке из семьи Якудза. Любовь может быть бесконечной, но однажды твоя жизнь все равно закончится, поэтому Бен хочет, чтобы Тай наслаждался каждым моментом, чтобы потом ни о чем не жалеть. Он просто хочет, чтобы Тай и Мисуми были счастливы. Поэтому Тай говорит ему, чтобы он не переживал, потому что Мисуми уже делает его счастливым, как никогда раньше. И он сделает все возможное, чтобы Мисуми чувствовала то же самое. Бену нравится, что Тай говорит об этом, и он предлагает пойти в другой бар, где обслуживание еще лучше. Но тут в бар заходит пожилая женщина. Бен даже не успевает ее разглядеть, как она надевает на него наручники. Пожилая женщина предупреждает Бена, что если он попытается их снять, они взорвутся, поэтому ему лучше быть осторожным, если он не хочет, чтобы рука его жены тоже разлетелась на куски. Наконец появляется Мисуми и извиняется перед Таем за то, что задержалась. Она представляет пожилую женщину как свою бабушку Кейко, и Тай в шоке, потому что думал, что Кейко умерла или что-то в этом роде, судя по тому, что говорил Бен. Бен обнимает Кейко и приглашает ее на свидание, утверждая, что он потратил много времени, чтобы узнать у местных женщин, какой подарок ей понравится, и даже купил ее любимое вино. Но, черт возьми, хотя Кейко была бы рада свиданию в честь годовщины, им обоим нужно много работать. Поэтому она просит Бена вернуться в тюрьму и продолжить свою работу под прикрытием. В конце концов, Бан соглашается вернуться, и Тай наконец понимает, почему он так старался сбежать, ведь у него была годовщина с Кейко. Даже Мисуми забыла об этом, пока Голиаф не показал ей фотографию. И хотя Тай все еще считает, что Бан поступил безрассудно, он чувствует, что хочет быть рядом с любимой. Мисуми подслушала разговор Тая с Беном и узнала, что Тай сказал, что ни о чем не жалеет, что женился на ней, и что это самое счастливое событие в его жизни. И что она чувствует то же самое. Тем временем Бан рассказывает Кейко, что Мисуми нашла себе замечательного мужа.
Кейко соглашается, ведь она тоже счастлива, что вышла замуж за Бана. Через несколько дней Бан снова сбегает из тюрьмы, чтобы навестить семью. Но когда он приходит, дома только Аяка. Он спрашивает, куда все ушли, и она отвечает, что они уехали за покупками. Бан расстраивается, что не успел с ними. В торговом центре все только что поели и разошлись по своим делам, поэтому они решают ненадолго разойтись. Но перед тем, как уйти, Иширо просит Футабу заплатить за всех, потому что он самый старший. Иширо отказывается, потому что ему плевать на всех, кроме Мисуми. Но Мисуми просит его заплатить, очаровательно улыбаясь, и он не может устоять. Когда все оплачено, они договариваются встретиться через 2 часа. Гуляя с Мисуми, Тай понимает, что давно не был в этом торговом центре. Он спрашивает Мисуми, что им нужно купить, и она перечисляет. Обычная фигня вроде туалетной бумаги, молока, патронов и гранат. Мисуми подходит к автомату с монетами и бросает туда 100 иен, берет около 20 гранат. Потом она подходит к кассе Starbucks и заказывает 100 килограммов патронов, и ей приносят именно то, что она просила. Тай начинает сомневаться, обычный ли это торговый центр или нет. Мисуми подтверждает его подозрения, говоря, что это место поставщик для шпионов, мошенников и всяких темных личностей. Но им все равно нужно сделать кое-какие серьезные покупки. Поэтому Мисуми говорит Таю, чтобы он поторопился. Шин тем временем только что купил новую карту памяти, и Шинзо не может решить, какое оружие ему нужно. Но он слишком долго думает, поэтому Шин просто выбирает за него. Футаба пошла к своему мануальному терапевту, и после того, как ей пришлось сражаться с таким количеством людей в этом месяце, ее спина стала жесткой, как металлическая труба. Кстати, Нана покупает какие-то таблетки от боли в спине, а Кенга взял крем для маскировки. Иширо связался с владельцем книжного магазина, чтобы купить какую-то особенную книгу. Тай начинает осваиваться в этом месте, поэтому он относит свою пуленепробиваемую рубашку в химчистку, чтобы она была чистой и свежей, и собирается встретиться с Мисуми. Но прямо перед тем, как он уходит, маленькая девочка хватает его за руку и просит о помощи. Тай ведет ее к Мисуми, и девочка представляется как Сузу, объясняя, что ее отца схватили какие-то страшные люди. Мисуми понимает ситуацию и ведет их обоих к лифту. Оказывается, что в торговом центре есть скрытый подвальный этаж для черного рынка, который называется Замок Гаон. Тай в шоке от того, что такое место находится прямо под торговым центром, но Мисуми предупреждает его, чтобы он был начеку, потому что его могут продать, как какой-нибудь товар. Единственная причина, по которой на них пока никто не напал, это то, что люди знают, как опасно связываться с Мисуми. Сюдзу слышит, как избивают ее отца, и оказывается, что раньше он был курьером у наркокартеля, но бросил это дело, когда у него родилась дочь. Теперь картель пытается отобрать у него глаза и легкие, но прежде чем случится что-то плохое, Тай вмешивается и вырубает лысого психа. Сюдзу наконец-то воссоединяется со своим отцом, но у Тая и Мисуми появились новые проблемы. Потому что теперь весь чертов черный рынок охотится за Таем с наградой в $500 за его голову. У Тая есть навыки, но справиться с таким количеством людей одновременно невозможно. К счастью, до того, как на него нападают, появляется Иширо и спасает положение вместе с остальной семьей. И когда они заканчивают, черный рынок уничтожен, а подвал рушится. Все вместе убегают от них. Что касается семьи Якудза, то это была чертовски удачная поездка за покупками. В тот день, когда Тай и его семья ехали по шоссе, Тай был в восторге, демонстрируя свои навыки в видеоиграх младшему брату. Его мама жаловалась, что он уделяет играм больше внимания, чем учебе. Но его отец не лучше, потому что он все время работает и почти не проводит время с семьей. Недавно у него был выходной, и они решили устроить классный поход. Но черт возьми, удача была не на их стороне, потому что как только они приехали, начался ливень, и все испортилось. Отец извинился перед всеми, но Тай сказал, что все в порядке, и продолжил играть. И тут машина потеряла управление. Вся семья погибла. Тай просыпается от этого жуткого кошмара и несколько минут лежит в постели, размышляя о том, что произошло. Позже, в тот же день, он идет в комнату Шин, чтобы она могла проанализировать информацию, которую они получили от Кирагао, и оказывается, что это список гостей с их свадьбы. Большинство людей в списке были обычными гражданами, так что свадьба в кругу друзей не была чем-то странным, но странно то, что родители Тая тоже были в списке. Они не могут сделать никаких выводов только на основании списка гостей. Но она точно знает одно. Между семьей Якудза и родителями Тая должна была быть какая-то связь еще до их рождения. Тай, кажется, странно спокоен, потому что с тех пор, как Курага рассказал, что за смертью его семьи кто-то стоит, Тай морально готовится ко всему, что может произойти. Но сейчас он беспокоится о Мисуми, потому что она в шоке. Она начинает плакать и говорит, что им нужно развестись, потому что она не заслуживает быть его женой. Она винит себя в смерти его родителей, потому что они связались с ее семьей.
Она чувствует себя ужасно виноватой. Но Тай берет ее за руку и говорит, что они не знают наверняка, что авария была подстроена семьей Якудза. И неважно, какая правда скрывается за этим, пока Мисуми не замешана в этом напрямую, он никогда не перестанет любить ее, так что ей лучше перестать говорить о расставании. Но несмотря на это, Тай все еще хочет узнать правду о том, что случилось с его родителями, поэтому он просит Шин помочь ему. Шин говорит, что она и так собиралась помочь ему, потому что теперь он ее младший брат. Но черт возьми, эта информация стала шоком и для нее. Обычно все данные о предыдущем поколении семьи Якудза уничтожаются из соображений конфиденциальности. Так что тот факт, что этот список все еще существует, означает, что преступный мир каким-то образом в этом замешан. У них нет других зацепок, поэтому Шин считает, что стоит наведаться в место, где хранится вся информация. В библиотеку мертвых. Тай следует за Шин и направляется в парк. Он замечает люк прямо посреди чертовой земли. Он спускается вниз, и Чен рассказывает ему, что библиотека мертвых — это частная организация, спонсируемая шпионской ассоциацией. Так что информация там достоверная. И может быть он наконец-то узнает, почему, черт возьми, погибли его родители. Но Чен напоминает ему быть осторожным, потому что такие места всегда опасны. Когда Тай заходит, он видит, как какой-то парень читает книгу и смеется, но вдруг библиотекарь протыкает его прямо в голову. Эта девушка, похоже, очень серьезно относится к политике тишины. Тай рад, что не издал ни звука, и она сообщает ему, что библиотекаря зовут Мэй, и она терпеть не может, когда кто-то нарушает ее территорию. Наказание зависит от того, насколько громко ты себя ведешь. Один чих, и она, скорее всего, прикончит тебя на месте. Но если ты просто ведешь себя шумно и вызывающе, она, скорее всего, сломает тебе пару рук. Мэй — шпион серебряного ранга, так что в прямом бою у тебя нет шансов. Лучше всего было бы уворачиваться от нее как сумасшедшему, но это будет непросто, потому что она бесшумно патрулирует библиотеку. Если ты будешь держать рот на замке, то все будет хорошо. Даже наушник — это риск, поэтому она старается уменьшить громкость. Тай крадется по библиотеке и видит, как я убиваю какого-то бедолагу только потому, что ей не нравится его лицо, и это совсем нечестно. Тай продолжает искать в библиотеке, и все больше и больше людей погибают из-за малейшего шума. Тай случайно роняет книгу, и это могло бы стоить ему жизни. Но, к счастью, он успевает поймать ее до того, как она упадет, и все вздыхают с облегчением. Тай продолжает поиски. Но в этом месте царит чертов беспорядок. Он пытается понять, где что находится. В конце концов, он находит папку со всеми записями о гражданских лицах за последние десятилетия и видит там записи о своем отце. Но, черт возьми, в этой папке нет никакой полезной информации. Он злится, что рисковал жизнью напрасно. Но потом его осеняет. В книге есть слот для оптического устройства хранения. Он достает его и вставляет в отверстие. И как только он это делает, страницы книги начинают странно меняться и открывают файл, в котором говорится, что семья Тая была уничтожена Танпопа. Но when shit hits the fan начинает самоуничтожаться и через несколько секунд взрывается к чертям собачьим. Звук был оглушительный, и она предупреждает, что Мэй точно придет за ним. И Таю лучше спрятаться, чтобы она его не нашла. Таю удается увернуться от первой атаки Мэй, и Шин советует ему ударить ее током из розетки, чтобы во всей библиотеке погас свет. В темноте Шин говорит Таю, чтобы тот бежал со всех ног. Но когда он пытается убежать, Мэй догоняет его, потому что даже в темноте она может найти его по звуку. Она собирается разорвать его на части, поэтому бросается на него. В это же время Шин говорит Таю развернуться и бежать в ближайший коридор. И тут Мисуми приходит в голову гениальная идея. Она говорит Таю снять наушник и направить его на Мэй, а когда он это сделает, она включит звук на полную мощность и закричит в микрофон, вырубив Мэй к чертям. Мисуми поняла, что Мэй очень чувствительна к звукам, поэтому даже малейший шум действует ей на нервы, поэтому мощный наушник Шина оглушает ее. Таю удается выяснить, кто убил его родителей. Позже он обращается за помощью к Иширо, чтобы найти Танпопа. Но, черт возьми, Иширо пользуется случаем, чтобы причинить Таю сильную боль. Пока Тай связан, Иширо говорит, что он уже слышал о Танпопа, и они убили не только семью Тая, но и маму Мисуми. Иширо использовал все ресурсы, какие только были у семьи Якудза, чтобы найти их. Но пока у него нет никаких зацепок. Он знает только, что это могущественная организация, которая охотится за Мисуми, и у всех ее членов на руках татуировки с одуванчиками. Это чертовски раздражает Иширо. Тай умоляет его не срываться на нем. Иширо успокаивается и говорит, что должен отдать должное Таю, потому что его недавнее открытие о причастности Танпопа к смерти его родителей помогло ему сузить круг поисков. Поскольку отец Тая работал в сфере медицины, Иширо выяснил, что примерно в то время, когда семья Тая погибла, еще 15 медиков умерли при похожих обстоятельствах.
И у всех этих людей была одна общая черта. Они были как-то связаны с боссом клиники Кавасита Макото. Он, может, и не главный зачинщик, но он точно замешан. Тампопо убил их мать и семью Тая, а теперь они охотятся из-за Мисуми. Ишира спрашивает Тая, не хочет ли он объединиться и раскрыть правду о Тампопо, и Тай, конечно, не против. Тай устраивается на работу в клинику Кавасита, притворяясь стариком с каким-то заболеванием легких или еще чем-то, а Мисуми играет роль его пожилой жены и наслаждается этим. Они приходят в больницу, и Мисуми волнуется, потому что Тай действительно ведет себя как настоящий старик. Но когда она спрашивает, что случилось, Тай объясняет, что Ишира заставил его надеть на это задание тяжелые грёбаные гири, хотя это может быть опасно. Так что Мисуми поговорит с ним, когда они вернутся домой. Затем вызывают Тая. Мисуми подкатывает к доктору, и они оказываются лицом к лицу. Макото осматривает его и говорит, что все выглядит нормально, но его впечатляет, что у такого старика, как Тай, все зубы на месте. Макото говорит, что сделает все возможное, чтобы обеспечить ему первоклассный уход, и если ему что-то понадобится, он должен сказать об этом. Позже Тая отводят в его палату, и он не понимает, что происходит, потому что Макото, кажется, искренне заботится о своих пациентах. Но Мисуми просто наслаждается возможностью побыть с Таем и сыграть роль его жены. Она надеется, что им больше не придется иметь дело с наемными убийцами и наградами за их головы, и они смогут наслаждаться такими моментами, когда действительно состарятся. И Тай думает, что ему это тоже может понравиться. Позже той же ночью Макото уходит домой, и Тай решает пробраться в его кабинет. Оказавшись внутри, он проверяет компьютер, и хотя он выглядит как обычный компьютер, в нем куча пустых папок, которые кажутся чертовски подозрительными. История браузера чиста, а система безопасности слишком мощная. С помощью крутых технических инструментов Шинна ему удается просканировать жесткий диск и найти файлы о проекте Суми Ешина. В них говорится, что семья Якудза известна своими сверхчеловеческими способностями. Но секрет их силы довольно прост. Главы семьи Якудза вырабатывают белок под названием сумонин, который с раннего возраста наделяет их сверхчеловеческими чувствами и способностями. Но вот в чем загвоздка, действие протеина распространяется не только на семью Якудза. Это еще и потрясающий препарат, повышающий работоспособность обычных людей. Проблема в том, что они не могут изготовить это дерьмо искусственным путем. Так что если Тампопо хочет наладить его массовое производство, они должны использовать природный источник белка, сердце Мисуми. Это открытие потрясло Тая до глубины души. Но прежде чем он смог полностью осознать услышанное, Макото подкрался к нему сзади и прижал к земле скальпелем, направленным прямо на него. До Макото доходили слухи, но он удивлен, что покушение на Тая на самом деле провалилось. Поэтому Тай прямо спрашивает его, не он ли убил его семью и маму Мисуми. Но Макото не видит необходимости отвечать на какой-то тривиальный вопрос, потому что Тай очень скоро собирается пустить пыль в глаза. Он пытается проткнуть Тая прямо в грудь, но скальпель блокируется тяжелым грузом, который Саширо заставил Тая надеть. Так что Тай отталкивает Макото и бьет его по заднице с помощью электрического разряда. Но, черт возьми, это дерьмо, похоже, не беспокоит Макото. Он все отменяет, как будто это ничего не значит, а затем запускает светошумовую гранату, прежде чем сбежать с ноутбуком и всей информацией, которая в нем хранится. Тай зол, что Макото ускользнул, но, по крайней мере, ему удалось скопировать кучу данных с жесткого диска на флешку Тошина. «Веди машину». Теперь он знает, в чем, черт возьми, заключается коварный план Тампопо, и он не позволит им сорваться с крючка ради Мисуми. Спасибо, что посмотрел. Подпишись, чтобы не пропустить следующую часть.